Они говорят, мы правы, и все, если ты выскажешься против, мы тебя посадим в тюрьму. Ну, по-моему, правые люди себя так не ведут. Он говорит, я убиваю людей, это моя работа. Ему дальше думать нельзя, потому что если он поймет, что он не прав, он убьет себя. Дьявол не обманывает, понимаешь? А гопники обманывают. По слухам, 1200 запрещенных артистов в России. 1200 список. Ты знаешь 1200 фамилий артистов в России? Я нет. Молчуны просто будут самые молодцы. А я, как дурак, буду действительно работать в Uber. Старые люди, которых уже ничего не могут делать, кроме как доказать свою эрекцию тем, что могут отправлять ракеты. Им теперь интересно просыпаться по утрам. А ты жалеешь об этом? О том, что ты высказал свою позицию? В России у тебя всегда есть открытая бочка с бензином, из которой идут пары, и ты вот так зажигалкой вот так вот делаешь, и ты никогда не знаешь, взорвется или нет. Меня они своим никогда не считали. Я не выступал у налоговой на корпоративе. Родина в опасности. Я покаялся, и все будет хорошо. Бронировать отели по всему миру, в том числе и в Лос-Анджелесе, легко в приложении One2Trip. Их удобно оплачивать российскими картами и получать кэшбэк до 15%. Правда? Подо что таксуют незломно в Америке? Нет, так-то я Барри Уайта слушаю, это просто... Да это просто над вами хотел пошутить. И Лепса включить, но подумал, что я не хочу со Spotify ему деньги платить. Это Малхолланд Драйв. Справа будут буквы Голливуд, девочки, можем смотреть. Слева, значит, у нас дома. А никто же не проверит, мы можем говорить. Вот здесь вот Дэйв Шапелл живет, вчера с ним ужинали. А у тебя есть вот это вот детское, знаешь, боже, я все это видел в кино? У меня это было первые гастроли в Камеди, когда мы приезжали в Нью-Йорк. И я такой, вау, я в кино, я в фильме. Сейчас мы отрегулируем, вот так же нормально веду. Я на эко поставлю, сейчас поставлю, чтобы максимально медленно у нас было вот так все. И не дергала машину. Потому что вообще-то, девочки, у меня есть спорт-режим, и мы можем ехать вот так! Скажи, Гордеевой, скажи. Мне так приятно, что мы оказались в стендап-клубе, потому что ты не сможешь так сказать, какой цвет ты хочешь. И я такой, белый. И ты говоришь, пусть будет белый. Когда я тебя попросила быть нашим Одиссеем в мире американской комедии, ты сказал, что мы должны начать в этом клубе. Почему именно Флапперс? Ну, во-первых, в другой... Потому что нас опустили? В другой нас не пустят, да. Понятно, так. Пока мы так действуем. Даня, это мой бизнес-партнер. Это Даня Шаповалов? Да. Куда нас пустили, туда мы выступаем. То есть мы звоним в самый классный клуб. Я говорю, ну, Даня, там надо вот... Даня говорит, hello, у нас... Даня очень классный английский, он живет здесь уже там 10, не знаю, 15 лет. А он из Украины? Да, он из Харькова. Мы давно дружим, он давно здесь живет. У нас стратегия такая. У нас есть клубы, в которые мы хотим попасть. Но мы готовы выступать хоть где. На любом языке. Даня, кстати, сейчас сделали шоу на украинском. Тоже здесь. И мы пытаемся собрать сначала на русском языке sold out, потому что все-таки как есть какой-то момент узнавания меня, есть как бы люди, которые ходят, и спасибо им огромное, потому что я просто живу теперь на это. Ну, я 10 лет не жил на деньги со стендапа. Я выступал в маленьких московских клубах, просто чтобы быть в форме. So we want to start letting people in. Yeah, we have to tape that wire down. Oh, really? It can't. Daniel, Do you guys have that? the wire. Сейчас то, что вы работаете с Сашей, и вы из Украины, насколько это нормально для Лос-Анджелеса? Это нормально, но Саша ненормальная. So, с ним быть, это немножко мне тяжело принимать его. Почему? Потому что он очень funny, он смешной, he's funny. Но я не все не понимаю, он очень быстро говорит.
я все слова не понимаю, я не могу схватать, как сказать правильно? Схватывать. Но я шучу, но он очень добрый человек. И я живу в Лос-Анджелесе тоже 20 плюс уже. И я никогда не видела, что русское шоу было так забито, like sold out completely. Do we have chances to become famous here in English? I think so. Чем Флапперс известен среди американских комиков? Ну вот смотри, есть такой большой комик стадионный, Флаффи его зовут. Он собрал Доджерс стадион в прошлом году 50 или 60 тысяч. И он сейчас здесь выступает, потому что у него после Доджерса началась депрессия. Он такой, я собрал 60 тысяч человек, что я, кто я, где я. И он себя потерял, и он, как они говорят, back to the roots, знаешь, он возвращается к своим корням, откуда он начал. И он приходит сюда, они анонсируют его шоу, естественно, через час билетов нет. $30 билет. На наше шоу 50. Hi, everybody. Hello, America. Guess which country I came from? Okay, yeah. Когда ты приезжал в Лос-Анджелес до войны, и когда ты приехал сюда после войны, у тебя были разные представления о том, что ты здесь будешь делать? Давай так, я всегда последние лет 10, наверное, пытался пожить в Америке и попробовать себя в жанре стендап, в английской комедии. И у меня был идеальный план, что мне уже довольно наскучило в России выступать со стендапом, и я 10 лет, наверное, даже 12 посвятил режиссерской карьере. Я стал, наконец, успешным режиссером в России и начинающим стендап-комиком в Америке. И это идеально, потому что жизнь моей семьи и финансовая моя жизнь не зависит от моего успеха в Америке. Я снимаю кино в России, во время постпродакшена я уезжаю сюда, которое можно делать дистанционно, хожу по опен-майкам и кайфую, и учу английский таким образом. Когда началась война, все, этот план рухнул, потому что, скорее всего, я не могу снимать в России, скорее всего, из-за этого интервью. Я еще дальше от возможности съемок в России, но я не из этих, кто все, больше никогда нет, Россия. Я очень люблю Россию, я считаю, что ее власть пошла по ужаснейшему пути, с которым я не согласен. Собственно, это меня и вытолкнуло. Оказавшись в Лос-Анджелесе, я настолько сильно захотел работать на русском языке, и мне так захотелось выходить на сцену спустя какое-то время, видимо, количество боли, и то, как, видимо, работает стендап, когда ты получаешь определенную боль, переживаешь ее, рефлексируешь, и выходишь на сцену ее как бы разряжать у себя и у зала в том числе. И мне так сильно захотелось работать на русском языке, что я прям супер вернулся снова на сцену стендапа. И я такой, вау, как круто. И сейчас есть в этом большая проблема, что я должен все русскоязычные выступления, по идее, отодвинуть, ходить на курсы английского языка и приходить, к тому же мне дают возможность выступать на шоу здесь, среди настоящих американцев, которые купили билет и пришли сюда, в клуб. Но я так уже не могу сделать, потому что мне же еще надо есть. И мне хочется выступать на русском. Но я заметил классные параллели, что русскоязычное творчество качает англоязычное и наоборот. Ну, шутки ты разные шутишь по-английски и по-русски? Шутки разные, но знаешь, что иногда бывает, шутки на русском переводишь на английский, и у тебя рождается совершенно новая шутка или новый виток мысли, который можешь потом тоже туда вернуться. Я в английской комедии, я сейчас просто тычусь палкой в небо, жажде, что оттуда польется смех. И я просто пытаюсь рассмешить. Если в русской комедии я пытаюсь поговорить о чем-то, подумать, порассуждать, то в английской я пока просто пытаюсь найти вообще свой голос, какой он есть. Потому что на другом языке по-другому все равно ты думаешь, и голос другой. Одни и те же шутки работают. Просто некоторые английские не переводятся. Обратно на русский. Обратно, да. Которые уже сложились. Ну, игра слов не переводится. Еще что-то. Какие-то русские ментальные вещи не переводятся. У меня даже было много про события, про войну, про все такое, про боль. Но я вообще сейчас понимаю по залу, по русскоязычному, насколько я заметил, как люди вообще не хотят про это слушать. Ты только начинаешь говорить про, не знаю, душ, неподнятый стульчак или какие-то бытовые проблемы, и некоторые залы прям выдыхают. И ты прям чувствуешь, типа, чувак, мы живем до тебя с этим, и после тебя мы уткнемся в телеграм-каналы. Мы сейчас хотим вообще отключиться.
103-летняя Аня Столпе и 102-летний Эверт Столпе из Финляндии – рекордсмены. Их брак длится 82 года. И это абсолютный рекорд среди пар, в которых оба партнера живы. Анни и Эверт поженились в 1941 году и до сих пор считают свои отношения гармоничными. Они вместе выполняют всю работу по дому и подшучивают друг над другом из-за 6-месячной разницы в возрасте. Как когда-то на танцах, где Анни и Эверт познакомились. В современном мире все больше людей знакомятся онлайн, и хотя прежде такие отношения считались несерьезными, сегодня больше 17% браков начинается с дейтинг-сервисов, а каждый третий человек хотя бы один раз в жизни находил себе партнера в интернете. Чтобы процесс поиска человека, с которым у вас будет полное взаимопонимание, не превратился в мучение, я рекомендую попробовать приложение для знакомств Twinbee. Его главная особенность – подбор партнера на основе процентной психологической совместимости. Как это работает? При регистрации вы проходите адаптивные психологические тесты, которые помогают приложению понять индивидуальные черты вашей личности. Далее алгоритмы составляют портрет личности, который сопоставляют с портретами других пользователей и выдают процент персональной совместимости с каждым. Вот два главных совета от психолога Twinbee о том, как совместимость может помочь формированию серьезных отношений. Первое. Понять, что для вас важно в отношениях, ведь Twinbee дает рекомендации на этапе поиска партнера. Второе. Уйти от обманутых ожиданий, знакомиться не с самопрезентацией человека, а с его личностью и особенностями. Интерфейс Twinbee простой и понятный. Если начать диалог трудно, можно использовать карточки Twinbee. В них есть вопросы на самые разные темы, от серьезных на подумать до вопросов 18+, которые помогут преодолеть первый барьер в общении. Более того, в Twinbee не нужно платить за то, чтобы посмотреть, кто лайкнул твой профиль, а ссылку на проверку совместимости можно отправить друзьям, коллегам и даже своему партнеру. Все это и другие функции совершенно бесплатно. Скачивайте Twinbee по ссылке в описании и ищите пару осознанно. Это поселок или село, где ты родился? Это город Полевской. И ты знаешь, я настолько был патриотом этого города, что когда мне предложили единственному из города ребенка путевку в Артек, в лагерь, я сказал, я не поеду, потому что я люблю наш лагерь, наш Полевской солнцегородок, я туда поеду. И когда я был в 9 классе, пришел папа и сказал, мы всей семьей переезжаем в Канаду жить. Я говорю, нет, я не уеду никуда из Полевского. Он говорит, почему? Мы твоего брата сейчас поженим на девушке, получим гражданство. Брат говорит, я встречаюсь с Настей, своей будущей женой, я не буду. Он говорит, это фиктивно, вам ничего не надо делать. Просто мы с братом друг другу подмигнули, мы такую истерику закатили, и мы никуда не уехали с семьей. А чем вообще в городе люди занимались? Там какое-то предприятие? Да. Там есть градообразующее предприятие, завод. Собственно, все работали на заводе. Много пили, дрались и занимались любовью, для секса. То есть в городе все обычно, очень много измен, все со всеми спят. Я себе это так думаю, что ты дорастаешь до куда-то, до потолка, становится скучно, и вы начинаете пить и спать друг с другом. А что за завод? Уральский металлургический, Северский трубный завод, трубой занимается. Что в Полевском было такого, что вас так завораживало? Просто это какое-то чувство дома, ощущение чувства предательства, если ты едешь в другой пионерлагерь или ты понимаешь, смешно от человека, который сейчас в другую страну переехал. Мне тогда казалось так правильным. Более того, я уверен, что если бы я сейчас жил до сих пор в Полевском, если бы я не путешествовал, если бы я не кругозор не развивал свой, я бы сейчас абсолютно точно сидел на этой волне «Брата 2» и говорил бы, надо так надо. Для многих людей в маленьких регионах России уйти на фронт – это единственный социальный лифт. Живет человек, у него ничего нет, поэтому стиралки, поэтому все. И он думает, зато детей без экзаменов в институт, зато я если убьют, то ипотеку закроет жена. И пацанская эта тема, которая продвигается к тому же Урал, я бы точно сейчас говорил, как один мой знакомый, который мне звонил, он говорит, маленько неправы. Неправы маленько. Куда уже деваться?
это ж наше, мы должны как бы себя отстаивать. И я уверен, что, я бы вполне вероятно говорил бы вот эту фразу, придет повестка, пойду. А ты общаешься с своими одноклассниками? Что с ними? У нас есть группа в чате, в WhatsApp, и мы все общаемся, друг друга с днем рождения поздравляем. И я знаю, что там, скорее всего, 2 на фронте, и я не задаю вопросов. Потому что сейчас эти все чаты, они же создаются после вечера встреч, как в конце пионерлагеря, детского лагеря, те такие, будем друг другу писать письма, адреса. Вот, также в конце вечера встреч, давайте группа, давайте это. И вы с первого время общаетесь, потом все это уходит на нет, и типа Лена с днем рождения. И сейчас он превратился в то, что Елена Леонидовна умерла, там, наш учитель истории, там, директор школы, похороны там-то, там, надо кому-то помочь, вот так, вот так. Вот такие, типа, и с днем рождения поздравляют друг друга. Кто-то один раз туда незнакомый номер, нет имени, контакта, люди же меняют номера и остаются в этой как-то группе до сих пор, когда WhatsApp привязан к старому. Кто-то скинул какую-то, типа, смешную песню про Зеленского, там, что-то «Володя, Володя, та-та-та-та-та-та». Но, по-моему, это не тот, по-моему, на кого я думаю, одноклассник, это, по-моему, как раз, который тоже где-то работал там рядом с какими-то байконурами. Но я туда как бы не углубляюсь. Я послушал начало песни, понял текст, все. А может быть, я не имею права говорить, но мне звонил с фронта одноклассник. Но он мне не сказал, что он оттуда. Но я догадался. Потому что последний раз, когда он мне звонил, он мне говорил, что тут такие дома, там пальмы. И я понял, что он где-то был в Сирии. Наверное. А тут я начал задавать наводящий вопрос. Я говорю, а ты где? Он говорит, давай просто поговорим. Я говорю, а время у тебя сколько? Я говорю, я в Грузии, у меня вот столько времени. И он вздохнул, он сказал, типа, в Донецке. И я говорю, понятно. Я говорю, ты можешь со мной разговаривать? Он чуть выпивший был, было можно. И он говорит, да я, говорит, клетку сейчас собирал. Я говорю, что? Он говорит, клетку собираю. Говорит, я повару хочу кролика подарить. Я кролика подарил нашему. Он сбежал от нее. Сейчас, говорит, еще хочу ей это. Я же, говорит, как? Утром задачу поставил, к вечеру она должна быть выполнена. Я говорю, я не хочу узнавать, что за задача. Он говорит, я вот утром задачу поставил солдатам, найти мне белку. Но они кролика привезли. Я ей кролика, говорит, подарил, он убежал от нее. Вот я сейчас хочу клетку сделать, чтобы у нее был. И я понимаю, что он где-то там, на какой-то линии недалеко от соприкосновения. И у него там бытовые вопросы. Он вот клетку хочет подарить повару. Но я ему говорю, а ты-то что думаешь? Он говорит, а мне нельзя думать дальше. Он говорит, у меня есть солдаты, парни, за которых я отвечаю. Он говорит, я не могу дальше думать. Потому что если на них нападают, я отвечаю. Он говорит, я такой ненависти, говорит, не встречал. Мы, говорит, их так не ненавидим, как они нас. Я говорю, но просто от нашей страны туда пришли, поэтому, говорю, у них такое есть. Говорит, это все да, вот так. Зато я единственный из класса по специальности работаю. Он пошел в военный техникум потом. И он чем очень гордился. И я никого не оправдываю сейчас. Но этот человек, у него папа из воздушного ружья подстрелил птичку на балконе, воробей. И мы его побежали вниз, этого воробья взяли и понесли его на чердак в мой дом. У нас дворы вот так стояли. Понесли его, и мы его выхаживали, молоко Подожди, ему. а он подстрелил просто... Папа охотник у него был. Он взял воздушное ружье и подстрелил. Он, собственно, его сына я отдал потом в техникум военный. И он сказал, выправка зато будет. И мы подобрали его, начали выхаживать у меня на чердаке. Потом он пропал. Мы подумали, что он выздоровел, но сейчас, я думаю, наверное, кошка какая-нибудь съела или что. У него было подбитое крыло, и он там лежал, знаешь. И мы вот с моим другом ходили 2-3 дня к нему, с моим тогда другом, сейчас бывшим одноклассником. Вот. И я говорю, давай про воробья поговорим. Ты это помнишь? Он говорит, не помню. Он говорит, помню, как тебя клещ укусил на рыбалке. Я говорю, да, это я помню. И я подумал, что, возможно, опять-таки, я вообще не оправдываю, но, возможно, у этого человека внутри как бы есть то, что вот это мозг лучший адвокат, знаешь, как я говорю, что он такой, я за пацанов отвечаю, молодых. То есть ему дальше думать нельзя, потому что если он поймет, что он не прав, он убьет себя. Я не знаю, что сделать. Он говорит, я убиваю людей, это моя работа, потому что так проще. Это не война, это работа.
Кто-то асфальт укладывает. А у нас вот такая работа. И я говорю, давай закончим разговор и для твоего блага, и для моего. Ну, потому что я не знаю, как разговаривать. А он тебе почему позвонил? Говорит, что-то я давно тебя не видел. Где-то меня по Ютубу он увидел или еще что-то. Он решил мне позвонить. Он тебе предъявлял за то, чем Вообще ты... ничего. Нет. Он сказал, что мы тебя все равно любим. И неважно, кто тут что будет, если говорить, мы за тебя заступимся. Мне показалось, что во время разговора он становился пьянее, когда он же сказал, хочешь, я сейчас выстрелю изо всех орудий. И я говорю, нет, пожалуйста, Он сказал, что он только отвечает, и что у него погибло всего 3 человека из 2000. Но опять-таки этот разговор может ему навредить. Что такое? Я защищаю человека, который идет атаковать, других моих родственников, которые там находятся. Ну, понимаешь, какой пиздец происходит? А у тебя там есть другие родственники? Да. В Украине? Да. Они сказали, мы не поедем никуда. Но я не понимал, как мне им позвонить. И я предложил им любую помощь, я был готов к разному ответу. И я им еще, когда Крым случился, позвонил, заставил маму позвонить и предложить. Они сказали, нет. И, собственно, я тогда вообще мало что понимал, как мне кажется. Сейчас не особо, но не понимал, как к этому относиться. А сейчас они там есть, да. У меня есть знакомый, который говорит, с которым мы там прошли там и КВН школьный, и все, и в лагере работали вместе много лет. Она говорит, я своему брату позвонила в Мариуполе, сказала, мы вас спасать идем. Я говорю, ты дура, у тебя брат сидит в бомбоубежище сейчас. Зачем, даже если ты так думаешь, не звони. Она говорит, пусть он знает, что мы их идем освобождать. Это человек, с которым мы там и много алкоголя выпили, и много детских шоу поставили. Обычно взрослые, которые этим занимаются, почему-то промышляют алкоголем. Я тоже прекратил общение, потому что, ты туда не докажешь ничего. Поэтому я пока вот так делаю. В 2017 году британская компания Wired Productions выпустила компьютерную игру Fractured Minds. На первый взгляд она ничем не отличается от других игр в этом жанре. Герой проходит испытания, выбираясь из запертых комнат и разгадывая загадки. Но на самом деле игра эта очень символическая. Каждый новый уровень метафорически показывает, с какими трудностями сталкиваются люди с ментальными заболеваниями. Создательница игры Эмили Митчелл сама страдает от тяжелой формы тревожного расстройства и через эту игру хотела показать, как обычная повседневная жизнь может казаться нескончаемой полосой препятствий. Молодая программистка придумала Fractured Minds, когда ей было всего 17 лет, и получила за игру престижную британскую премию BAFTA. Научиться воплощать свои идеи для компьютерных игр в жизнь можно в любом возрасте. Так в онлайн-школу Роботика набирают детей от 5 до 16 лет и учат их самым востребованным цифровым профессиям – программированию, 3D-моделированию, разработке сайтов, созданию компьютерных игр и блогингу. Во-вторых, дети учатся не только работать, но и зарабатывать. После прохождения курса роботики выпускникам помогают получить первый реально оплачиваемый заказ. Обучение в роботике индивидуальное. В таком формате ребенку проще раскрыться, а педагогам адаптировать программу под уровень подготовки и интересы конкретного ученика. Уроки проходят онлайн, для них нужен только компьютер и доступ к интернету. График занятий гибкий. План составляют так, чтобы это не мешало школе, а у ребенка оставалось свободное время и силы. Отдельный бонус для родителей – проверять домашнюю работу в роботике не нужно. Студенты и педагоги сами вместе разбирают домашние задания, обсуждают, что не получилось, и при необходимости корректируют нагрузки. Если ни вы, ни ребенок пока не поняли, какое направление в IT выбрать для занятий, можно записаться на бесплатный пробный урок роботики. На него можно прийти вместе и обсудить с наставником, какое из 5 направлений больше всего подходит. А в конце пробного занятия ребенок выполнит свой первый учебный мини-проект. Ссылку на бесплатный пробный урок можно найти в описании к этому видео или по QR-коду прямо на экране. Там же можно прочитать подробно про каждое из направлений. Кстати, по промокоду Гордеева23 вы получите скидку в 40% на любой пакет занятий. Плюс курс по финансовой грамотности в подарок. Переходим по ссылке, записываемся на курсы роботики и помогаем детям освоить профессии будущего.
У тебя брат старший. Да. Из всей вашей семьи стендапом, комедией, вообще интертейментом занимаешься только ты. Но учитывая то, что происходит в его биографии, он тоже занимается комедией. Но я не хочу об этом говорить. Про твоего брата пишут, что он сидит. Да, мой брат сидит в тюрьме. Он осужден по статье «Коррупция». Он был членом «Единой России», между прочим. Когда все случилось, я позвонил адвокату, сказал, что вот есть случай с братом, я не хочу знать, он преступник или нет, потому что у меня когда-нибудь в жизни будет интервью, на котором я не смогу соврать. А если даже совру, то это будет видно на камере. Я готов оплатить ваши услуги, но я вообще ничего не хочу знать. У нас умер отец, началась война, и потом брата обвинили. 3, события. Еще говорят, чем больнее тебе, тем лучше ты в комедии. И я, обращаясь к Богу, говорил, что мне достаточно уже. Можно мы на чем-то одном остановимся событии. Не настолько я нуждаюсь в материале. Мы с братом переписывались, сейчас у нас пропала связь. Сейчас он в какое-то другое место, я еще на новый адрес ему не писал. Мы с ним переписывались про детство, про папу, еще про что-то. Я ему какие-то книжки слал, которые ему запрещали. Я их в тексте письма, не перепечатал, а просто копипаст сделал. Книга «Фитнес в тюрьме», типа там какого-то чувака, американца. Ну, я ее скачал и слал ему просто. Вот так, знаешь, как удобно очень. У них есть приложение мобильное, зона, ты можешь заключенному деньги послать, ты можешь оплатить ему еду в киоске, можешь еще что-то. И брат мне всегда писал: ничего не надо, ничего не надо, ничего не надо, ничего не надо. Про политику, естественно, я с ним не могу заговорить, потому что, во-первых, письма читает цензор, а во-вторых, мне кажется, что брат, как партийный деятель «Единой России», все это все равно может, не то что поддерживать, но, как говорю, если бы я остался в Полевском, я бы говорил: уже случилось, я со своей страной. А мое мнение, что я тоже со своей страной. Просто я считаю, что для страны это плохо. И я против того, что власть моей страны это устроила. Я вот так со своей страной. Но почему-то в комментариях люди говорят: ты предатель. Поэтому про брата тяжелая штука. А до тюрьмы вы общались с ним? Так, типа, привет, как дела? Созванивались иногда. Скучаю. Просто как с любыми родственниками. У нас не было... Когда вот так получилось, что вы разошлись? Как с любыми родственниками? Мы не разошлись. Он жил у бабушки, я жил с родителями. Он, как нелюбимый сын, сейчас мама это все смотрит, жил с бабушкой через дорогу. Сейчас они уже позже признались, что бабушка там устраивала истерики. Говорила: я повешусь, отдайте мне хотя бы одного. Я был маленький, они, так сказать, откупились Максимом. Блин. Если говорить терминами психоаналитиков. Возможно, так и было. Но моя бабушка святая женщина, у нее самое лучшее из нас чувство юмора было. Она просто шутила, очень сильно из детства. И я очень любил ее. И там просто очень смешно всегда было. Очень вкусно, и она еще была врачом. И, собственно, он же с ней, общались, дружили. Я хотел там с ними тусоваться, со взрослыми. А какая у вас разница с братом? 7 лет. Он работал в Екатеринбурге. Я приходил к нему после института. Он меня отвозил домой на машине, когда она у него была. Мы были родственниками, но нет того, что мы как-то взаимодействовали. Когда я начал заниматься кинотеатром, он как раз потерял работу в Екатеринбурге, но он пошел в этот кинотеатр в Полевском, возглавил его. И он тогда начал идти, так скажем, по вот этой чиновничьей лестнице. Все, что я могу сказать об этом деле, что когда к нему пришли, ему сказали: сдай главу и... Полевского. Да. И мы тебя освободим. То есть они по цепочке вот так приходили, и эта цепочка на брате остановилась. Там куча в деле есть несоответствий. Я не знаю. Я считаю, что он не бандит. Я не знаю, какое правильное слово здесь подобрать. Смысл дела в том, что они выписывали какие-то деньги людям на зарплату. Люди эти деньги отдавали. На эти деньги они проводили мероприятия. Условно ему говорят: День села. Он был начальником управления культуры после кинотеатра.
День села надо провести. Он говорит, в бюджете нет денег, а на зарплаты есть, на праздники нет и на салют нет. Говорят, ну сделай что-нибудь, придумай. Он идет, пол России так существует, государственное учреждение. Он кого-то устраивает, человек там, условно, фиктивно, приносит ему там 40 тысяч зарплату, он минус там 2 тысячи. Он идет, эти деньги покупает цветы на 8 марта женщинам и коробку салюта за 1,5. Вот. Наверняка что-то он мог и тратить, но я не вижу у него накопленных богатств. Но ты богаче, чем он. Конечно. Я ему занимал все это время миллионы. Ну, в рублях. Вот. Я самый богатый в семье. Я много, собственно, ему помогал. И им, и детям, и жене, и так далее. И я не вижу, что он такой, вот, знаешь, хапуга, чиновник, у которого это. Условно, то, что завод строит дом прокурору нашему, Северский Трубный, тоже об этом никто не говорит. Брат курил, выпивал и послал прокурора нахер от его преступления. И опять-таки не обеляю. Блядь, это точно, ну, что-то там было. Но есть в деле конкретно вещи, когда условно памятник стоил, ремонт памятника 1,5 миллиона, а он потратил 6. Вот это не засчитывается. А обратные растраты засчитываются. Ты же украл у батюшки царя. Это государственные деньги. Особо крупные размеры, там, 1 200 000. Когда все началось, я говорю, можно я отдам? 1 250 000. Сейчас уже, по-моему, дошло до 15 миллионов хищения. И его приговорили, просили 9 строгого режима, ему дали 5 общего. Вот он уже 2-й год, не знаю, отбывает срок. Связи у нас нет, обелять его я не собираюсь, но и уничтожать и говорить, что он там коррупционер. И... Ну, у нас преступники не сидят. У нас настоящие злодеи не сидят в тюрьме. Ты его любишь? Ты же понимаешь, что ты этим вопросом ставишь и меня, и его в положение такое, что мы сейчас говорим про моего брата, который находится в тюрьме. А, значит, его можно использовать как средство давления на меня. Б, никто не гарантирует, что нет, не будут делать. У него 7 сентября кассация. Это последний момент, когда можно доказать свою невиновность. Я вижу, что какие-то несостыковки. Я позвонил в Екатеринбург кому-то и говорю, можно мне с кем-нибудь там переговорить, узнать? Такое ощущение, что просто кто-то должен, начальник какой-то, посмотреть на это все и сказать, ну, вы что, не видите дело? Оно типа рассыпается. И когда я начал искать какие-то контакты в Екатеринбурге, мне посоветовали переговорить с одним адвокатом. И вот в день рождения моей дочери в 4 утра звонит этот адвокат. Я все придумал, Александр. Действуем в рамках закона. Этот человек мне не знаком, он не занимается моим делом, вообще ничего не отношения. Мы действуем в рамках закона. Все, ты летишь в Екатеринбург, я тебя встречаю на границе, видимо, Лос-Анджелес, Екатеринбург. Везу тебя лично на автотранспорте в Екатеринбург. Мы даем пресс-конференцию. Ты говоришь, Родина в опасности. Я покаялся, и все будет хорошо. Ты всей семьей летишь. Всей семьей. Я за тебя головой отвечаю. Брат выходит, ему заменяют срок на условное, и у тебя появляется еще один брат. Более того, Александр, тебя реабилитируют обратно на телевидении. Ты получаешь профессию. Я говорю, да все нормально у меня в профессии. Нет, у тебя ненормально. Ты в 3 раза больше получаешь работы на телевидении. Тебе все мы возвращаем, и ты живешь. Мы тебя любим, ты нам здесь нужен. Главное, скажи, что Родина. Я говорю, да. А потом, я говорю, еду в Мариуполь детский театр открывать и так далее, и так далее. Он говорит, нет, нет. Все, пресс-конференция. Мы возмещаем деньги государству, которые обнаружены в деле уголовном. Все, мне от тебя денег не надо. Брат выходит на условное. Пиздец. И вот это жизненная дилемма, когда ты сидишь и думаешь, блядь, что делать? Если вы меня увидите, который человек говорит обратные вещи, имейте в виду, что это такой я сделал выбор не потому, что я так считаю. Я не знаю, что сейчас с мамой по ту сторону экрана, которая это сейчас слышит. Я не знаю, с кем мне посоветоваться.
Потому что все, с кем я могу посоветоваться, жена, мама, друзья, приехавшие сюда недавно, я этих людей приглашу с собой в тревогу. Понимаешь? И они тоже будут переживать. И я вот так лежу, день рождения дочери, вот, и я лежу на кровати, и я нахожу одну фамилию, кому я могу позвонить в Екатеринбурге. С этим человеком у меня кардинально разные представления. Он говорит, что там есть нацисты, там это, все надо. А Идрака Мирзализаде вообще надо было посадить в тюрьму, потому что он не имеет права так говорить. Ну, он не воинствующий. Он абсолютно на стороне, как бы, войны. И я ему звоню, говорю, слушай, вот такая ситуация. Он начинает ржать. Он говорит, ха-ха-ха, говорит, да, они тебя, говорит, просто, блядь, выжмут из тебя все, а потом тебя нахер пошлют, ха-ха-ха-ха-ха. И он начинает про это шутить, просто издеваться над моим положением. И справедливости ради, ну, мы в разговоре понимаем, что это какой-то человек позвонил мне, это не представитель власти. А кто его знает? Возможно, этот человек хочет выслужиться. Возможно, он соберет сейчас пресс-конференцию, кому-то там что-то скажет. Ну, это же, ты же не можешь документ с ними, соглашение подписать. Не то, что я собирался. Я понимаю, что эта сделка, по сути, ну, даже не с дьяволом. У дьявола есть, как мы выяснили, совесть, честь, я не знаю, что это выяснили с помощью сериала «Конец света»? Да, мы же брали у религоведов консультацию, мы к психоаналитикам ходили, разным психологам, и говорили, вот такой вот, если дьявол, у него там всемогущий отец и так далее. Условно, Волан же, ну, он же не обманывал. Дьявол не обманывает, понимаешь? А гопники обманывают. Ты не можешь верить. Ну, они всех кидают. Когда приходит следователь и говорит, мы сейчас тебя отпустим, подпиши бумажку. Но все равно внутри себя тебя же мучает эта история про то, что а вдруг я не прав, а вдруг я бы так спас. Брата? Ага. Может быть, и спас. Я другое думаю. Хорошо, они меня возвращают на телевидение везде и разрешают везде сниматься. Я с Корчевниковым, мы плачем, он меня обнимает. Да, Александр, ну вот, пока. Простим, Александр, студия, простимся. Но в этом плане у нас есть такое православие, оно же простительное, кроме того, что еще и мстительное. И я думаю, ладно, я выступать иду на ТНТ и говорю, мне нужно шоу мое личное. Шоу Незлобина. Шоу воли Незлобина, вот так. Незлобной воли. Шоу сломленной воли, да, которое веду я. И я такой, иду в Comedy Club выступать, и выступаю не смешно. И они меня вырезают из передачи. К Comedy можно по-разному относиться, но это популярная передача, они выступают смешно для своего зрителя. И там есть действительно классные шутки до сих пор. И выступаю не смешно, они меня вырезают. Но у меня же появляется какой-то куратор. Я ему звоню, говорю, меня вырезали. Он говорит, поставьте Незлобина в эфире. Мы ему обещали. Он говорит, он не смешной, нет ни одной шутки. И он говорит, нет, поставьте, у нас с ним сделка. Так же не будет. Что значит возвращаем тебя на ТВ? И это же вранье все. Представим, я надеваю эту маску, еду, говорю, что Родина в опасности. Я со своей страной. Хотя я считаю, что я со своей страной, даже со своей позиции. Не надо, в Полевской уже, 200 гробов пришло. Я иду туда, еду на Донбасс, к армии, делаю фотографии певцов стайл. С Лепсом мы выступаем на одном концерте. Еще что-то. И теоретически я начинаю получать госбюджеты. Я приношу фильм про мальчика-танкиста, как наш танк справляется в одиночку. Что, тебе не дадут деньги? И я начинаю зарабатывать огромные деньги. Это есть момент. Но счастье. То есть, когда ты делаешь дерьмовый продукт, неважно про что это, про войну или про мать, а кому и война мать. Вот. Когда ты делаешь плохой продукт за большие деньги, это же плохо. Плохо делать говно за большие деньги. Да и за маленькие. И за маленькие. То есть в целом круче делать что-то крутое за более маленькие деньги. Меня так отговорили однажды от съемок в фильме «Андреасянов», когда я за 10 съемочных дней попросил $150 000.
На тот момент я зарабатывал там в комеди-клабе $200 за выступление. Ну, это ж, немного, у меня не было своей квартиры. И я думал, $150 000, думаю, я типа родителям дом смогу, огромный дом купить в Полевском. И мне вот тогда был директор, генеральный продюсер ТНТ Саша Долерайн, сказал, не Злобин, зачем тебе делать говно за большие деньги? Он говорит, давай лучше делать что-то хорошее, просто за деньги. Ну и потом через 3 года мы сериал написали. Но я имею в виду, и нам заплатили только 1 раз, через 3 года. Твои коллеги бывшие Коллеги? по ТНТ, по СТС. Давай всех сейчас затоксичим. У нас есть группа в WhatsApp, зачем мне звонить? Я написал в какой-то момент, надо с этим что-то сделать. Мне один ответил, делай. Я ответил, делаю. И все. Но я просто не хочу говорить, это же близкие все равно мне люди. Мы вместе много прошли. Тем, кто потенциально, скорее всего, за войну, я не звоню и не вхожу в контакт, чтобы не узнать это. А что это? Мне иногда снится, как я с ними разговариваю. Тому, кто против, я знаю. Но я тебе скажу, все против. Никто этого не хочет. Никто этого не хочет. И тут мы подходим вот к этой теме. К очень важной теме. К очень важной теме. Как относиться к людям, которые там остаются. Мы, когда с Белым созваниваемся, у нас есть шутка. Я говорю, слушай, есть ощущение, что мы, плыли все на корабле. И мы такие, айсберг, надо прыгать. И мы, с тобой, Белый, спрыгнули с этого корабля. А я еще жену с ребенком скинул, говорю, давай. Они такие, куда? А ребята все остались на корабле. И они такие на нас смотрят и говорят, вы, кстати, круто, что прыгнули. Мы с вами, мы вообще гордимся, вы прям молодцы, что прыгнули. У нас семья, у нас дети, мы на работу ходим, а мы, как 2 дебила, в этой воде плаваем, а рядом, Слепаков и Галкин на моторной лодке, каждый на своей. А мы с Белым в гидрокостюме, я в шортах, волны все увеличиваются, знаешь. А эти ребята такие, да все, мы друзья, вы вообще молодцы, мы просто сейчас, мы не можем. И дети их, с манго стоят, смотрят, у них вот так манго растекается по дубайской квартире. И такие, ВНЖ не зацепили, и все. И я ржу очень сильно с этого, не знаю, как это на сцену вынести, но я не мог поступить для себя по-другому. И бывают у меня разговоры с теми, кто поддерживает, понимаешь, которым я до сих пор не могу просто переменить отношения. Но и мы хотя бы стараемся быть в диалоге. И по поводу коллег, то есть у нас были разговоры, но у нас разговоры другого характера. Когда говорят, поддержите вечернее шоу у себя в Инстаграме. Да. И я звоню и говорю, я не могу поддержать. Почему? Паш, твое шоу, потому что оно выходит в день рождения Урганта, который был выпущен, первый выпуск «Вечернего Урганта». И я, поскольку знаю токсичную кухню, я знаю, что это просто вот это вот... Это специально, сделано? Я думаю, что это вот та продолжается мерзкая вот это... Знаешь, они как вся выглядят? Они как вот эти противные отличники из школы. Есть не противные отличники, просто умные ребята, а есть вот эти хорошисты, которые бегают по кабинетам и жалуются, эти четверошники. И вот там вот есть горстка людей, которые бегают по кабинетам и жалуются, а потом они гордятся. Это мы Урганта заблочили, это мы. Вот они 80% ресурсов человеческого тратят на это, а не на то, чтобы сделать шоу. Я потом посмотрел шоу, он говорит, сегодня такое-то число, мы выходим. Он говорит, мы когда записывали, я не знал. Я не хочу не верить Паше. Паша до войны мы мало общаемся, и как из 10 лет, как я ушел из комедии, мы, собственно, реже видимся, реже общаемся и так далее. Но мы в контакте. То есть я ему позвоню, скажу, мне надо занять денег, займи мне 99,9, что Паша займет. Паша делал крутые вещи. Мы начинали делать стендап-клуб. Я говорю, Паш, проведи 1 апреля шоу. Он говорит, проведу, мне ничего не надо. То есть он приезжал куда надо. Он меня там на машине подвозил, когда я был просто в Comedy Club, его неизвестный знакомый, просто один где-то сижу на улице. Он говорит, ты что? Он говорит, да я тебя довезу до дома. Человечный человек. Я не хочу верить или не верить. Конечно, я в этом сомневаюсь, что он не знал. Но я уверен, что Паша не знает про вот эту игру «Газпрома» и Первого канала, когда они друг другу пытаются накозлить, знаешь, вот эти мелкие пакости. Вот реально,
накакать на газеткой прикрыть, поджечь и убежать. Вот они вот этим занимаются. Эти взрослые люди, богатые очень, с поместьями на Красной Поляне, видимо, теперь уже. И кучей паспортов. И я такой, они это делают, они, по-моему, и игру выпустили в день рождения КВН, и еще что-то. Как к этому относиться, я пока не понимаю. Но как можно, когда там, условно, бомбят города, а ты обсуждаешь в кабинетах ТНТ цвет пиджака, ну вот это тяжело. По этой же причине я не могу смотреть ни одно развлекательное шоу, которое сейчас сделано в России, потому что я не знаю, какой год. Я включаю шоу-концерты, команда Камызяки, моя любимая смешная команда. И у меня вопрос, какой год? Как будто ты вот в казино находишься или в клубе, где нет окон. Ты не знаешь, день или вечер. Вот так же со всем развлекаловым в России. И с ТНТ, и со всеми. Я не говорю, что нужно шутить. Нужно обязательно говорить про сейчас. Скажите про войну, почему вы молчите? Но даже просто как современные, они от современности спрятались. Вообще от всего. Ушли куда-то вот так в шоры и все. Но я представлял себе, вот я лежу на кровати, счастлив я. И каждый раз наворачивал количество миллионов долларов. Несчастлив. Я не могу получать счастье, ходя на работу и шутить в узко отведенные мне границы, за которую я как бы не прыгаю. Я сам в домик закрываться не хочу. Для меня сейчас свобода важнее. Что я скажу через год, через день, когда у меня закончатся деньги, я не знаю. Может быть, мне придется поехать и типа... Но я так понимаю, после вашего интервью у меня обратный билет может быть только через гуманитарную помощь на Донбассе. После вас. Паша Деревянко, видел, поехал. Это расплата за, наверное, за поддержку Навального, когда его посадили, когда он прилетел. Сейчас он едет, он говорит, еду на Донбасс. К нашим ребятам с гуманитарной помощью. Что это? Каким-то образом они его взяли за жопу. Я причем не исключаю, что людям на Донбассе тоже нужна помощь, но я не уверен, что это можно делать. Да, нет. Людям на Донбассе тоже тяжело. И есть куча знакомых моих украинцев, которые как бы и ненавидят ту сторону. И говорят, нас здесь бомбили, вы молчали. И у них тоже, ну, там происходил кошмар. Меня здесь на таможне встретил украинец из Львова. Он мне просто 15 минут держал мой паспорт, а он меня не пропустит. Так он так сильно уничтожал все, что происходит в Украине, и так поддерживал Россию. Таможенник вот здесь, на самой сложной там границе, во всех странах мира, которые все пытаются перебежать. Уроженец Львова, уехавший в 91 году. Ненавидит Байдена. Да, ненавидит Байдена, ненавидит киевскую власть сейчас. И говорит, я говорю, ну тогда мне что, говорю, назад ехать? Я-то говорю, ну за вас высказался, что нельзя было к вам приходить с оружием. Он говорит, ну, назад тоже не знаю. А ты жалеешь об этом? О том, что ты высказал свою позицию? Пока нет, не жалею. А ты думал о коммерческих, допустим, рисках? Ну, в смысле думал. Я 1,5 года, как цензурно выразиться, в афиге. Я каждый раз думаю, я каждый месяц удивляюсь, каким образом мне удалось за все заплатить. То есть горит большой огонь, он тухнет, и я туда просто кидаю доллары, прибегаю. И сколько бы ты туда ни бросил, он на следующий день тухнет. Но пока я не жалею ни о чем. Когда ты для себя формулировал, что ты против войны, что ты не поддерживаешь вторжение вооруженных, что ты не поддерживаешь убийство мирных людей от твоего, в том числе, имени, ты понимал, что ты не можешь это не сделать? Да, началась война. Я лежу на кровати, и я так 2 дня пролежал. В Москве? Да. И я такой, а что я могу сделать? Выйти на улицу? Страшно. Ну, реально. И ты начинаешь, ладно, я поборю страх, но ты же начинаешь дальше логически мыслить, что с тобой будет. И ты понимаешь, что тебя там скрутят или еще что-то, но этим не остановишь. У меня родственники в Украине. Я не знал, как им позвонить вообще. К человеку самолеты летят в Киев, блядь. И ты думаешь, а как ты позвонишь? Что ты скажешь? И они меня успокаивали первые дни. Вот это был капец самый. Я как-то набрался смелости, позвонил, и мы начали быть в контакте, и как-то это. И смешная была ситуация. Я не знал вообще, что делать. Я собрал чемодан на всякий случай. И взял, у меня было 1,5 миллиона бонусных миль Аэрофлота. Я купил себе билет до Нью-Йорка на всю семью. И не знаю, что делать. Вот не знаю, что делать. Ну, думаю, чемодан соберу пока. На всякий случай. И все. Мне пишет Слепаков. Он говорит, ты что делаешь? Я говорю, чемодан собираю. Он говорит, ты врешь.
Я ему отправляю фотографию, чемодана у меня стоит в квартире, открытый. Я отправляю фотографию, он мне пишет: фу, какое все некрасивое. Может быть, заедешь ко мне, я тебе нормальной одежды дам. Он говорит: как ты там будешь в Америке в этом говне ходить? Ну и все. И мы встретились втроем. Я, Белый, Слепаков, что-то посидели вот так. И у меня утром вылет, уже типа 26 числа я должен вылетать. А время типа 12 ночи. Я говорю: чуваки, ну я опять ничего, я не уеду. Я сейчас с вами буду до часу сидеть и никуда не улечу. Потом буду жалеть. Мы же сидели прям, вообще без алкоголя, без всего. Просто вот сидели, говорили. Конечно, там были жесточайшие шутки и отсутствие шуток. И все такое, и разные теории, и споры начинались. Ну, когда ты все равно пытаешься в ситуацию разобрать вообще. И я уехал сейчас в час ночи от них, кажется. И лег спать. И думаю, ну все. И просто в 4 утра резко просыпаюсь, такой: нет, надо уехать. И жена говорит: это просто импульсивное решение, как в ковид, сейчас все будут паниковать. Сейчас как-то все, каким-то образом мы поймем новую жизнь, сейчас все разрулится. Едь один. Потому что я, говорит, тебя таким не видела. А мы еще типа, надо разводиться. Разводиться, разъезжаемся. Я говорю: я не поеду один. Ну, мне вообще еще хуже будет, что я где-то там за океаном в безопасности. Говорит: ну, возьми дочь, если так проще. Мне одной будет проще выехать, если что. Ну, я взял дочь, и мы уехали. Потом... Сколько дочери лет? 10. Начинаются границы, начинают закрываться. Я звоню жене, говорю: ну, ты не приедешь? Она говорит: пожалуйста, отстань от меня. Я ей просто звоню каждый день: ты не выедешь, все, проблемы, нация. Она: нет. Нет. Я говорю: ну, ладно, отстану от человека. Ну, взрослый человек, что я к нему лезу? И говорю: так же волнуйся, как и она. Все, и она говорит: нет. И потом начинает уже что-то еще. Она встречается с подругами. Естественно, в Москве тревога накаляется. И уже знакомые подруги ее нормально прокачивают. И в итоге она вылетает. И это был единственный рейс, который, наверное, на флайт-радаре, я даже думал платную версию купить. Я обновлял просто и смотрел, знаешь, вот как за Пелоси так следили. Вот я так следил за самолетом жены, когда она летела. Они там где-то, знаешь, над Грозным вот так начинают поворачивать. Такой: сейчас на разворот. Нет, они что-то туда. И дочь все время заходит, она говорит: пап, что случилось? Я говорю: ничего. А почему ты решила, что что-то случилось? Она говорит: ну ты сидишь вот так. А я вот так сижу на ноутбук, смотрю, 4 утра, блин. Я говорю: да нет, нормально. А там лететь еще, знаешь, 8 часов. И она говорит: что делать сегодня будем? Я говорю: все, пойдем в аэропорт поедем. Она говорит: а что? Я говорю: да знакомая приезжает. И говорю: там надо встретить, говорю, я не знал, пустят, не пустят, долетит, не долетит. И дочь увидела, что это жена, только вот когда она вышла в аэропорту. Я любитель создавать проблемы психологические ребенку в будущем. Но она сильно расплакалась отчасти. Твоя жена учительница английского языка. Это так? Я не могу сказать точно, что это так. Она не доучилась 2-3 месяца. Из-за тебя? Из-за меня. Блин. Да, это... Но она прекрасно говорит по-английски. Ее даже не спрашивают, откуда ты. Ну, ни в одну, как бы, в странах. Она спокойно говорит, и всем понятно, что она откуда-то. По мне понятно. У меня было достижение единственное, когда мне перепутали мой акцент с немецким. Она очень хорошо говорит, она не доучилась на преподавателя. Тоже ей оставалось вот сколько-то месяцев, но просто тогда, ну, она как бы хотела остаться жить в Москве, просто тогда самолеты закрывались, а дочь уже была здесь. И она как бы приехала, и я ее обманул, сказав: чуть-чуть поживи, потом поедешь в Москву. Она говорит: да. Поставила учебу на паузу, ну и вот и периодически раз в какое-то время говорю: сейчас поедешь, сейчас пока. Пересадки неудобные, чуть-чуть еще поживи и поедешь. Но это правда, что ей здесь Она некомфортно, думаю, и она не хочет досмотрит. вернуться? Я не хочу обсуждать близких. У нее нет такого, что... Ну, и это там все равно, там ее дом. Здесь все равно... Да, ну, она действительно не выбирала сюда переезд. И ей особо никогда не нравилась Америка. И я не знаю, понимаешь, мало ли что я сейчас наговорю, она как бы со мной разведется, поедет, но зачем ей косые взгляды? В целом ей нужно простое человеческое счастье, и все. Которое я не могу дать ни в одной стране мира. Вот. Поэтому здесь многим некомфортно. Здесь хуже сервис, чем в Москве. Здесь дороже такси. Ты сегодня опоздала. Такси уже очень долго едет сюда. Здесь нет такой большой сферы, количества услуг.
Здесь разрешены пистолеты, а в И России наркотики. они разрешены только некоторым. Часть наркотиков здесь легализована, да. Ну, то есть, ну, здесь куча минусов, но есть и куча плюсов. Кстати, ты знаешь, я сейчас тебе ехал, подумал, что почему зоозащитники не протестуют против фильмов, потому что целлюлоза, насколько я знаю, вот, то есть, чего пленка состоит, она же делается чуть ли не из желудков быков. Это Что есть какие-то древние представления. Голливуд буквально построен на крови. Его же, ты же знаешь, что мафия сделала, чтобы Это я деньги знаю. отмывать. Это же 2 чувака из Рыбинска все построили. Братья Вороновы, серьезно, Warner Brothers. А Лебедев говорит, ничего иммигрантам не удалось. Вот, Голливуд, Google. Значит, что еще на Г? Действительно, очень много людей сейчас ходит к психологу, заметили, хотя лечить надо одного долбоеба. Вот, и я ходил к психологу до войны 1 раз, и когда началась война, я пошел 2 раза, 2-й раз в неделю, потому что теперь 1-й раз психолог меня спрашивает, а как в Америку переехать, какие там документы нужны. Сейчас я пошел 3-й раз, и жена мне говорит, а почему ты 3-й раз пошел? Я говорю, потому что ты не пошла ни одного. Вот, и я эту шутку много раз говорю, и она вообще никогда не заходит. То есть я ее говорил несколько раз, да, на звуке жена, вот, я несколько раз эту шутку говорил, она никогда не заходит, но нам с психоаналитиком эта шутка так нравится. Он говорит, Александр, смешно же, вы 3-й раз вместо нее ходите. Дочь прошла так по нашей квартире, села на свою тахту, посмотрела на меня и говорит, мне надоело жить в этой нищете. Я говорю, блядь, мне тоже. Я говорю, я в ней живу 40 лет, ты 10 всего. Она говорит, зачем мы переехали в эту страну? В Москве у меня было все. Я говорю, у тебя не было главного. Она говорит, чего? Я говорю, желание жить лучше. У тебя есть стимул. Насколько стрёмно сейчас здесь быть русским? Ты начинаешь свои английские стендапы с того, что я из России, я не выбирал, где родиться, мы все не выбирали. Я говорю, что вообще в России не принято выбирать. Вот. Это 3-я Да. реплика там. Вообще не стрёмно быть русским, нигде не стрёмно. Быть стрёмным человеком стрёмно. Здесь всем плевать, откуда ты. Я начинаю свои выступления так, скорее всего, больше из-за английского. Стендап же какой? Ты должен сам пошутить о своих проблемах, прежде чем человек задумался. То есть я хочу у зрителя изначально снять сомнение, кто это, откуда. Потому что когда ты слышишь человека с акцентом, с таким грубым, особенно языком, как у меня, ты, естественно, начинаешь думать. А не хочу, чтобы зритель думал о чем-то, кроме того, о чем я ему говорю. Поэтому я сразу же шучу про свой русский и английский. И поскольку просто сейчас такая повестка, то, естественно, я шучу, сразу объединяю эти шутки. Шучу как бы о том, что я из России, и тут же я шучу про то, что у нас нет выбора. Вот, это первое. И еще у меня есть еще там пару шуток, вот я сейчас уже чаще с них начинаю, потому что раньше, когда я начинал... Ну, как в марте я особо не выходил на open-майки, мне было пару раз выйти, важно почувствовать. Мы вот с Никитой, с моим другом в Нью-Йорке, который сейчас делает стендап-движение на русском в Нью-Йорке, выходили на open-майки, и мы говорили, что мы из России оба, он давно уже здесь живет, там, он гражданин, он в институт поступил здесь. А я вот только приехал, и это вот март 22-го, то есть все в самом разгаре. И мы выходим, и нам самим было немножко неловко про это говорить. И после нас даже ведущий смешно пошутил. Первый раз, говорит, вижу русских, которые стесняются. Они же обычно орут, типа, мы Russian. Говорит, а здесь смотрите. И как бы люди смеялись, и они после нас... Мы хорошо очень выступили, они говорят, приходите, выступайте, нам очень важно, чтобы комики были здесь. Им вообще было плевать, откуда ты. И ты начинал, когда говорит, я вот из России, но я вот сейчас там не согласен. Максимум, что людей волнует, холодно там или далеко лететь. Они даже не знают, что было прямое сообщение, что закрылось прямое сообщение, что они вообще этого не знают. Все, что не в Америке, американцев вообще не волнует. Все твои заслуги и все твои взгляды, и вообще им просто плевать. Как это неудобно российской пропаганде, да, то, что они с ними воюют, а американцам на них пофиг. Ну вот реально пофиг. Наверное, неприятно воевать с врагом, которому на тебя плевать. У тебя был длинный путь в кино, который был полон неудач и отрицательных рейтингов на Кинопоиске. Надеюсь, он еще не завершен. Но начинал ты с фильма «Жених». Я когда это сейчас смотрел, мне было очень больно и тяжело. Там есть шутка ужасная, за которую меня украинцы будут ненавидеть всю жизнь. Там немец напротив танка говорит «Крым ваш». Это просто ужасно. Я не хотел бы, чтобы это люди знали, но раз уж факт.
зашел, то пускай. В 2014 году случился Крым, в 2016 году мы сняли фильм «Жених», да. Нам тогда казалось смешным, что немец приезжает 9 мая в Россию, и вот эти все шутки, и вот это. Но ты знаешь, что мы, когда писали этот фильм, у нас было несколько линий. Мы думали сначала это сделать новельным фильмом. Во второй части мы даже хотели придумать, что в конце россияне и украинцы в аэропорту встречаются. И почти начинается драка, и каким-то образом они мирятся. Но это было еще в 2016 году, понимаешь? И ездили мы смотреть, как снимается «Лига смеха», «Лига смеха» в Киев. Как раз у нас тоже было внутреннее желание того, чтобы мы как-то через творчество проложим какие-то тропы. Ну, у нас это было. Сейчас это просто звучит кошмарно. То есть вы просто вообще не понимали, что произошло для шутки. украинцев в связи с Крымом? Я не понимал. Я понимал, что мой сериал невозможен в Америке, потому что я приехал домой как раз в Полевской, и в 2014 году вот это все случилось, и типа там вот это собрание, кто там это, Матвиенко говорит, мы танки там просим везти и все такое. И я такой, ну, какая-то жесть началась. Вау. Плюс там, опять-таки, все было довольно быстро, и все как-то урегулировалось, и все такие, мы живем в новой реальности. Я до сих пор не понимаю, что там было. Можно меня за это обвинять? Ну да, потому что я долбоеб и молчал, и не знаю, что было, ну и не знал. Ко мне пишут в комментарии, где ты был 8 лет назад? Я говорю, а что вы мне 8 лет назад не говорили, что я молчу? Вы где были? А сам фильм тебе нравится? «Жених»? Ну, сейчас это как первые выступления в Comedy Club. То есть, условно, у меня было первое выступление в Comedy Club. Сейчас, если какие-то штуки залетают где-то, там я вижу старые, куча там сексизма, абьюза и всего, что хочешь. И это как бы ужасно. Меня это в шок повергает. И я смотрел фильм «Жених» как раз в августе или в сентябре. В 22 году. Первый раз я пересмотрел. И я такой сидел и такой, не дай бог, его увидят украинцы. Вообще это просто... А то, что сериал «Незлоб» через Z написано, и сейчас это можно повесить, как будто это сейчас. Да, я тоже так вздрогнула. Ну, это как шутки, которые 15 лет назад, знаешь, как у Оскара лишают ведения Оскара, как у Кевина Харта, за то, что он как-то над геями шутил. Ну, тогда нам казалось это смешным. Сейчас для меня это шок. Ну, о чем говорить? Даже сценарий «Конца света» 3 года назад мне казался детским садом. Я говорил, надо что-то, ну, мы как-то, говорю, не договариваем. Сейчас его включи, это просто ужас. Как вам такое разрешили сказать? Но «Конец света» — первый твой кинопродукт с высокими рейтингами, с полной поддержкой аудитории и, в общем, успешный. Я не шучу, еще был. С очень хорошо индустрией воспринят. Собственно, «Конец света» поэтому и случился, потому что этот сериал понравился в индустрии. Когда мы на Кинопоиске его презентовали, я не шучу, нам сказали, а кто снимать будет? Светлый говорит, ну мы хотим, чтобы Саша снимал. То есть идея не твоя была изначально? Нет, Дима Нелидов придумал. Он говорит, да что этот Голливуд? У них там сатана ходит по усам. Пусть сатана здесь попробует, в России походить. Я такой, вау, как это круто, смешно. И он говорил, у нас не получалось сделать. Ты знаешь, что первый драфт украинские авторы писали, которые на «Слуге народа» работали, «Конца света». И он не получался. И после того, как мы расстались до войны, до всех событий, просто именно по творчеству, полюбовно. И в какое-то там время, вот этот первый год войны, я там как-то собрался силами и написал 3 из них. У меня только 3 контакты были, остальные просто в зуме подключаюсь. Ну, один мне ответил, другой нет, но сказали, что он где-то в теробороне, и лучше ему не пиши. Ну, я уже ему написал. Один ответил, сказал спасибо, потому что мне даже родственники из России не написали. А 3 был из России как раз. Несколько вопросов про «Конец света». Первое. Правда ли, что роль сатаны должен был сыграть Кевин Спейси, но его в Кинопоиске закэнселили, потому что его закэнселили в Америке? Это не моя тайна, а тайна Кинопоиска. Они просили это не комментировать. Но я с ним встречался, можно так сказать. Не скажу, по какому проекту. Но у меня есть видео, где он читает эпиграф «К концу света». И как? Как читает-то? Я считаю, что Колокольников лучше. Это для Юры фраза. Там же у нас есть
голые сцены и так далее. Я же его спрашивал, я говорю, а как вот это? Это, понимаешь, тот момент, когда ты хочешь очень сильно взять суперзвезду, и когда он читает сценарий 6 минут, ты просто гипнотически смотришь, тебе не нужен монтаж. Но очень сложно было построить комедию на 2 языках. То есть, условно, мы не понимали тогда, на каком языке нам работать. Если актеры говорят на русском, а он говорит на английском, а его же еще кто-то будет дублировать, соответственно, надо искать дубляж, соответственно, со звуком по-другому. Драму я бы, наверное, смог срежиссировать, но были вопросы по комедии, и я позвал одного из актеров англоязычного, и мы с ним пробовали, с ним и с актерами. Я дублировал, я делал так, что актеры на русском пытались работать. Местами рушится комедия, и это не можешь понять на съемочной площадке. Потому что 2 разных языка разговаривают с собой, ты должен следить за реакциями и за ритмом. И было много предпосылок, почему и как, и что-то там не вышло, да. И огромное спасибо вообще Кинопоиску за доверие, за то... Ну, меня сложно было, я как истеричка себя вел. Да? Но они отпустили. Ну, там были моменты. Пару, наверное, раз я перегнул, но пару я рад, что я отстоял, потому что там, ну вот, сцена на рынке классно получилась. Это Колокольников в этой шубе, и это круто, потому что я именно отстоял, чтобы мы эту сцену снимали именно в другой день, а не тогда, когда нас гнали на другой рынок. Ну, то есть... Ты где на джинсами ред? Да, мы были тупо не готовы. А это как бы первая сцена, там, во-первых, там под картину все сделано. Ну, то есть там много работы проделано, много какого-то там незаметного символизма. Мы в жанре незаметный символизм работаем. И Кинопоиску я просто хотел сказать спасибо большое. Я знаю, они сейчас делают 2-й сезон. Они пишут. Без тебя? Без меня. Было 3 автора сценария, и я как бы периодически участвующий. Но в основном они все ребята делали, молодцы. Я их называл Алена Гуляшка, Аня Шлякова, Вадим Сотников. Они как бы все разошлись, их дьявол всех поссорил. Алена сейчас пишет этот 2-й сезон. Я отошел, у меня нет никаких финансовых и деловых взаимоотношений с Кинопоиском. А режиссер? Финансово. Ну, режиссера найдут они какого-нибудь талантливого. Как они будут снимать, если как минимум Трескунов находится уже вне пределов России 2 года и явно не собирается возвращаться? Послушай, я не знаю, как они что будут делать. Я с удовольствием приму участие, если я им понадоблюсь. Но мне за это никаких денег не надо. И мою фамилию там не надо ставить. Мне все равно. Просто это единственный из моих сериалов, в котором возможен был 2-й сезон. И я такой, ну все. Теперь понятно 2-му сезону быть. Я не режиссер, не шоураннер 1-го сезона. И сейчас непонятно. Как они будут его снимать, что, я не знаю. Проект этот существует, авторы есть, ребят можно собрать, есть идея, есть несколько написанных сценариев. Я там не работаю, соответственно, проекту безопасно это. Но я потрачу, конечно, все свое время и с удовольствием поучаствую, если им будет надо. Пара вопросов про сериал. Первое. Я правильно понимаю, что это была пародия на митинги Навального, когда, значит, все эти люди в фартушках в магазине «Корзиночка» красно-белых собираются и протестуют? Это была пародия на «Каса де Папель», испанский сериал. Там они все были в красных и митинговали. Но, конечно, параллель в этом есть. Ну, во-первых, у нас Сатану судят. Мы хотели в Басманном суде. У тебя просто районный там суд. Да, ну, Навального на пеньке судили, слушай. И Колокольников там, герой, вернее, Колокольникова рисует сердечко. Мы думали, это, если что, нас спасет, мы скажем, так сатана, Навальный сатана. Но, смотри, мы никого конкретно пародировать там не собирались. Но мы живем в этом мире с этими лозунгами, с этими, не знаю, речами. И мы про это и писали. Просто получилось так, что ребята, поскольку были очень талантливые сценаристы, они чуть-чуть вперед угадали, понимаешь? Нет, потому что там у тебя дальше есть пародия. На Соловьева, извини, там уже вариантов нет. На кого это пародия? Дальше там у тебя происходит черт знает что под иконами. Ничего не знаю. И в самых сложных сценах там на все взирает портрет Владимира Владимировича Путина. Правда? Вообще куда люди на Кинопоиске смотрели? Анну Николаевну.
вообще не знаю, о чем ты говоришь. Но нет, окей, Путин же взирает на происходящее в России. Ну, взирает. Ну, как-то же ему отчитывают. Он же присутствует при этом, при всем. Присутствует. Дух времени. Были ли какие-нибудь сцены в этом сериале, которые вам все-таки вырезали? Я боялся, что такие будут, но нет. Я вообще в жизни своей не сталкивался с низкой цензурой. Я сталкивался только с внутренней. Они переживали насчет Ленина, там, говорили нам продюсеры. Ну, так, типа, блин, непонятно, какое отношение к Ленину. Я говорю, да вроде вон идет пиар-компания, чтобы его вынести, или там это. То есть ты никогда, понимаешь, в России у тебя всегда есть открытая бочка с бензином, из которой идут пары, и ты вот так зажигалкой вот так вот делаешь, и ты никогда не знаешь, взорвется или нет. Поэтому думать, что кого там обидит, где там власти что найдут, в любом творчестве можно сейчас так с нашими законами притянуть хоть за кого. У меня ОМОНовцы там целуются, и он говорит, ты что? Он говорит, у меня забрало запотело. Ну, и что? Ты должен не жить, чтобы не нарушать закон. Ты не можешь не нарушать закон. Все, что ты делаешь, ты вышел из дома, ты уже нарушил закон. В любой вообще стране. В Америке тоже так же точно. Просто у тебя больше органов, которые тебя могут защитить. В России, если есть приказ конкретного человека посадить, его ловят и сажают. Перешел дорогу не там и наболтали на 8 лет. После этого сериала ты, в общем, вошел в такую уже высшую лигу кинорежиссеров. Я вот не заметил это. Все об этом говорили, но мне никто не сказал. Я тебе говорю. Так. Когда ты уезжал, были ли люди из этой высшей лиги, которые пытались тебя остановить? Да не, мне говорили, ну иди, посиди, потом приезжай. Я не уехал из серии «Я рву с Россией». Все, мой паспорт. Нет. Я русский человек. Москва – лучший город Земли. Он частично в плену у разных неприятных мне людей. Иногда бандитов. Я хотел бы снимать что-то в России. Хотел бы. Есть предложение? Есть. Пока есть официальная остановка моей работы. Кто-то мне сказал, ты в списках. Я говорю, в каких? Они говорят, в зеленых. Это не страшно. И вот черные страшные. Я говорю, у вас что, еще черные списки появились? Они говорят, да, те, кого считали своими. Меня они своими никогда не считали. Я не выступал у налоговой на корпоративе. А у Медведева? Один раз выступил, больше нет. Послушай, это же не корпоратив был. А что это было? Я тебе расскажу. Что меня, и вот. Поэтому я был в каких-то списках. Сказали, ты в июньских. Нормально, тебя уже удалили. Я же не снимаю в России не потому, что мне нельзя, или потому, что мне страшно 8 месяцев находиться в России. Ну, мне страшно, но отсюда, во-первых, из океана все страшнее. Я сейчас тупо не снимаю, потому что у меня нету пока вот этого желания писать на русском. У меня есть мысли, есть проекты, они вообще никак не связаны там с политикой, еще что-то. Но ты не можешь, у тебя политика вокруг. Писать в глазок, блядь, в дверную ручку вот так писать сценарий я не могу. Мне нужно хотя бы пространство двери, не всей квартиры, ладно. Поэтому я пока ничего не могу написать. Я сажусь и такой, а какой в этом смысл? Я садился монтировать «Конец света» в феврале. Мы были в монтаже. Монтажки мы сидели, началась война. Я месяца 2 не монтировал. Я садился и не понимал, что мне делать. Ну, типа, и что? Вот. И все. В России научились классно сериалы снимать. Я включаю сериал и думаю, а зачем я его смотрю? Ну, и не могу смотреть. Понимаешь? На ТНТ или на СТС? Приходилось ли тебе вырезать шутки, менять сценарии и трансформировать свои идеи по цензурным соображениям? На СТС да, но скорее было внутреннее переживание одного конкретного редактора. И на ТНТ юристы говорили, что-то там не надо, Apple показывать не надо, и вот это не надо. Про вакцину говорили не надо, условно, потому что люди боятся прививаться, а типа надо бы всех привить, потому что умирают. Про что-то там, что-то, про пенсионную реформу вырезали, что-то просто, потому что... Ну, слушай, сначала про пенсионную реформу и вакцину, а потом уж про Путина. А уже, мне кажется, на СТС уже про Путина никто и не писал из нашей авторской группы. То есть, если на ТНТ была культура, и она сама появилась или нам навязали, я не знаю. Но там была культура «Царь хороший, бояре плохие». Там были номера, что он такой мудрый, сильный такой его все там так уважают, боятся там все эти номера с Трампом и так далее. А на СТС уже просто говорили, ребята, мы развлекательный канал,
просто, ну вот не лезьте туда. Мы вот хотим делать что-то в стиле папиных дочек. Все. То есть Ну, идея о собственно, том, я что из зритель этого. есть, вот есть какой-то человек думающий, он где-то в отдельном месте живет, а есть вот такой зритель, он хочет просто, чтобы его развлекали. Не, а есть политика канала. У нас не было разговора, что, ребята, мы все понимаем. Кстати, таких разговоров было много, но на СТС как бы не было. Потому что сейчас же телепродюсеры как говорят? Мы тоже против, но сейчас есть тема, сериальчик надо сделать. Вот. Мне предложили сериал про гадалку. Я говорю, а как мы будем его снимать? Он говорит, в смысле? Я говорю, ну не может же не прийти к гадалке сейчас какая-нибудь женщина и сказать, сын пропал, нет вестей. Ушел на фронт и пропал. Я не говорю, что надо говорить позицию относительно войны вам, как авторам. Но вы же в 23-м году живете. Есть же такие истории. Люди же ходят к экстрасенсам. Почему, кроме того, что пися не стоит, и другие проблемы должны быть? Мы же не будем только про вот это писать. Я говорю, давайте тогда просто делать. Мы не такие талантливые, как Стругацкие, но мы будем делать в лоб тогда. Будем говорить, сын пропал, не вернулся. Откуда? Вы что, это нельзя называть? Вы про войну? Нет, боже упаси. Гей-клуб. Ну, ушли они к другому режиссеру. Вот. А можно ли делать качественно сегодня продукт, учитывая то, что половина режиссеров запрещены или уехали, половина артистов запрещены или уехали? По слухам, 1200 запрещенных артистов в России. 1200 1200? список. Ты знаешь 1200 фамилий артистов в России? Я нет. Я снимал последние 10 лет. Кто это? Кто это? Откуда ты знаешь эту цифру? Слухи. По-твоему, человек, который зарабатывает деньги шутками, должен ли он шутить на политические темы свободно? Я считаю, что стендап настоящий – это когда ты шутишь про то, что тебя волнует. Если человека не беспокоит это, с какой стати он должен что-то мне, зрителю? Но мы, зрители, я себя тоже причисляю, мне не понравился первый выпуск ЧБД с Хазбиком, потому что он был прилизанный, без мата, без дерзости. Там кто-то говорит, что им Хабиб позвонил, попросил с ним не материться, кто-то еще что-то. Но тогда ты не называйся, тогда не зови. Самая дерзкая шутка была, это то, что Щербаков пил молоко или йогурт «Малыш» напротив него. Ой-ой-ой-ой-ой. Понимаешь, у меня, как у зрителя, к ним есть претензия. Но они мне ничего не должны. Они не подписывали со мной договор, что они будут шутить так, как я хочу, и о том, что они шутят. Сейчас же происходит другая ситуация, когда все развлекательные шоу сейчас создаются и делаются глобально для того, чтобы отвлекать людей. У меня, когда дочь была маленькая, вот она падала, и перед тем, как заплакать, ну, ты как-то отвлекаешь ребенка, опа, смотри какой, о, и у нее все равно мозг переключается. И вот это то, что сейчас делается глобально в русскоязычном сегменте юмора. Сейчас все шоу ВКонтакте, на ТНТ, это все рюшечки, которые говорят, не смотри, не смотри. Поэтому, конечно, претензия к шоу «Воли» может существовать, потому что ты каждое воскресенье выходишь, не надо говорить про войну, не надо. Но претензия к этому может существовать, потому что ты отвлекаешь. Ваше шоу Late Night не может существовать, потому что у тебя, условно, дрон в Москва-Сити прилетел, вы про это не говорите. Вы просто делаете вид, что этого не существует. Мы прикидываемся, вся как бы страна тоже в это играет. Все такие, да, мы прикинулись, что ничего нет. Шоу «Воли» снято красиво. По контенту что это? Это отвлекалово. С этой точки зрения ЧБД в выигрыше. Они продались там на какие-нибудь 3-5 выпусков во ВКонтакте. Они тихонько там отмолчатся и спокойно потом выйдут и обнародуют, не знаю, свое application, свое приложение сделают, уедут в Дубай, в Казахстан, еще куда-то, у кого какие виды на жительство есть. И спокойно будут жить со своими миллионами. Они не засунули язык в жопу, им просто лицо так, деньгами вот так забили и пошли во ВКонтакте. Я не знаю об их политической позиции, но я уверен, что все 8 из 7 точно против. А кто один, решайте сами. Вот. Но они, мне кажется, они уже не дети в плане творчества и как артисты, но мне кажется, в плане опыта вот, жизненного, у них еще есть вот эта небольшая ситуация, когда они же ушли, так я так понял, от большого начальника. Подожди, но все проекты Medium Quality, которые принадлежат Дусмухамедову, ушли во ВКонтакте. Там сложная ситуация, ты можешь им позвонить, они тебе сами расскажут. Чтобы вы понимали, в ЧБД во ВКонтакте это единственное ЧБД, у которого есть титры.
у которого написан продюсер Максим Морозов и Дарья Морозова. Насколько я знаю эту ситуацию, они ушли просто в самостоятельное плавание. То есть они больше не medium quality? Можно я не буду отвечать за ЧБД, я не знаю. Но я отсюда, из-за океана, слухи такие слышу. Просто Medium Quality делает вид, что все в порядке, никто не ушел. Там империя рушится сейчас, чтобы ты понимала. Там «Крестный отец», 3-я часть. Там Майкл Корлеоне уже начал свои движения наводить. Ты про Дусмухамедова? Про Майкл Корлеоне вырос. Дусмухамедов для меня это «Крестный отец». Ты с ним много же работал. Со Славой нет. Мы с ним начали делать 2-й сезон «Незлобы» и сделали 1 мой концерт, и все. И разошлись. Мы не работали никогда. Ну, то есть Слава крутой чувак, он сделал кучу всего. Просто в какой-то момент он превратился в тот Амик, от которого он сбежал. Он сбежал от того, что Амик не делился деньгами, считал их идиотами и ничего им не давали. И весь Comedy Club Production, не передача, а весь продакшн, ушли из Амика. Теперь они все сами стали Амиком. Они все запрещают ребятам, они их недооценивают. У них разница в гонорарах, кратная 100. Окей? Это капец какая разница. Но они ушли, потому что они уже выросли. Сейчас они, я думаю, ждут, потому что сейчас с ребятам придется общаться с реальными гангстерами из корпораций, из всяких штук. Их будут что-то просить, естественно. И тут может появиться уже тот, кто умеет на этом языке разговаривать. Кто рос там в Челябинске или в Ереване. И разрулить ситуацию. Хотел бы ты сейчас там быть? Я даже сейчас, у меня сейчас на балансе $300. Было 900, когда мы начали снимать. Это было 4 дня назад. Сегодня посмотрел 300. Я счастлив тем, что я могу ездить своими концертами, зарабатывать хоть какие-то деньги, которых хватит на еду. И я не знаю, смог бы, то есть могу ли я, заткнуться. Вот условно, у меня есть знакомые друзья-продюсеры. Кино, сериалы. Они выросли, они начали делать крутые сериалы. Случилась война. Что они должны сказать? Они должны такие: нет, мы уезжаем. Куда? В Грузию? Что ты будешь делать? Кому ты нужен со своим портфолио? Единицы так могут. Вот комики так могут, айтишники могут. Потому что моя работа в том числе и разговаривать. И даже когда я пишу сценарий, я тоже разговариваю в этом плане. И я могу это позволить. А они остались там. Они такие: мы уже взрослые, мы здесь изнутри смотрим. Условно, я считаю, что ЧБД в очень выигрышной ситуации. Сейчас за скобки вынимаем ситуацию Нуруана, хотя ты знаешь, что я уверен, что после того, как все закончится, не знаю, до каких масштабов дойдет война эта, но через 5-7 лет все, после конца, все восстановится. У нас, русскоязычных зрителей, нет института репутации. Мы не помним, что происходит. То есть я уверен, что все, кто сейчас говорит: вот, ЧБД продались и так далее, спокойно придут на концерт любого из ребят, и все будет в порядке у них. То есть центристы выиграют, молчуны просто будут самые молодцы. А я, как дурак, буду действительно работать в Uber, хотя нет ничего плохого в любой работе, но просто это не моя мечта. И буду говорить: вот свою позицию озвучил, вот так. Казат, ты на громкой связи. Осторожно, здесь Гордеева. Не говори ничего про Киргизию. Казат. Алло. Мы вообще не созваниваемся никогда в жизни. Казатик. Казат. Сейчас мы выйдем, здесь связи нет. Кстати, заметили, что связь в Америке тоже хуже, чем в России. И интернет, например, намного хуже. И плохая очень связь здесь. И у меня была раньше теория, потому что, не следят. Знаешь, что, в России такой хороший интернет, потому что спецслужбам нужно. Корпоратив у Медведева. Что это было? Это не корпоратив был. Мы 1 апреля всем комеди-клабам нас привезли показать. И я говорил: я не поеду. Я говорю: не Злобин, ты не понимаешь. Ты после того, как туда съездишь, ты дороже станешь. Я говорю: нет. Я говорю: почему ты не поедешь? Я говорю: потому что я ему в лицо не смогу сказать то, что я ему хочу сказать. А если я не могу ему сказать то, что хочу сказать, я не поеду. Они говорят: надо было каждому вопрос задать.
И все, меня, короче, заставили поехать. Я ехал в машине, это не знаю, что спросить. Я говорю, я его спрошу, существуют ли инопланетяне. Типа, это же важный вопрос. А он же знает гостайну. Это был дико либеральный год. И Медведев... Как теперь кажется, да, но вообще нет. У меня даже был какой-то вопрос там про свободу слова или про что-то, что мне казалось, что телевидение как бы отпускает вот это окно. Подожди, а тебе не казалось странным, что берут комиков и везут к президенту? Я говорю, мне вообще ничего не казалось. Мне говорят, поедем к Медведеву. 1 апреля, праздник юмориста. Он же с учителями встречается в День учителя. Никто об этом тогда не думал. Мы тогда еще с Таиром на квартиру снимали. Это он, кстати, на меня повлиял вот этими своими речами. Вот, мы с ним это активно обсуждали. Он ржал, конечно, выдумывая вопросы Медведеву. В итоге я поехал, но меня даже там не показали. Как-то в перебивке я там есть. Мы сидим там с Авериным. Видимо, при монтаже люди такие, это кто? Давай Харламова покажем. Все, у меня был номер про гаджеты, но я так волновался, что я даже ничего не показал. И тогда, сидя у Медведева, это не тот Медведев, который сейчас в Телеграм пишет, всех убить и взорвать срочно, сейчас надо. Мне кажется, это алкоголь пишет. Ехала быстро. Мне кажется, тогда мне показалось, надежда есть. Потому что я помню, когда он говорил, нам вот самим очень не нравится вот то, что у нас полицейские такие коррумпированные, то, что они вот все такие толстые, мы сейчас хотим вот эту реформу сделать. Чтобы они похудели? Милицейских, да, чтобы они аттестацию прошли, там это. Когда он выключил камеры довольно быстро и отправил журналистов, а у нас была цель, чтобы задать вопрос, почему у Мартиросяна нет гражданства, потому что у него все хотели деньги получить. Взятку, не давали ему русский паспорт, а работать ему тяжело было с разрешением и так далее. А по протоколу, если ты задаешь вопрос, что-то президент говорит, потом как бы есть отчет, он должен пойти и заняться этим. И наша цель была всех добиться какого-то ответа от Медведева, дадут Мартиросяну паспорт или нет. И мы сидели, добивались этого ответа. И когда он убрал камеры, он с нами так откровенно поговорил, и мне тогда показалось, вау, прикольно. И когда, помнишь, была ночь, когда они должны были объявить о том, что они меняются местами и обратно, я тогда сильно надеялся на него. Потому что был, типа, какой-то был момент такой, какое же он примет решение. И мне тогда казалось, что я вот думал тогда, что эту ночь он провел бессонную и думал. Потому что мне казалось, что он в тот момент был тем чуваком, который мог бы сказать, нет, это незаконно, там, я типа останусь, или это как обрушить, короче, всю эту схему. Он мог тогда это сделать публично при камерах. И я думал, что он сделает это. Но сейчас прочитай просто 3 предложения из его телеграм-канала, и это вообще, как будто просто человечка очень сильно подменяет. Говорю, может, он супер прокачанный майор, генерал ФСБ, который вот обманул так нас, обаял. Вас, уральских простачков. Да, нас, уральских простачков. То есть, понимаешь, тогда вот мне так казалось. Вот каждый день я прихожу на свою любимую работу. Вообще, обожаю. Благо, решетка мягкая, легко открывается. Вот так. Можно раскачаться за это время. Вот так я каждый день открываю, работаю Америка. с 11 утра. Ты киргиз, у тебя нет войны. Твоя страна в ней не участвует. Что ты здесь делаешь? У него уже 3 повестки дома. Я родился в Санкт-Петербурге. И, детство я провел до 12 лет в Кыргызстане, а потом всю осознанную жизнь. Я вырос в Санкт-Петербурге, я окончил университет, школу в Санкт-Петербурге, я отслужил в армии, российские военнообязанные. Тебя. Военнообязанные. Поэтому я тут. Меня всю жизнь называли не русский в Питере. До недавних пор, вот когда началась мобилизация, они такие, о, ты же русский? Видно? Я такой, нет, я чурка, забыли? Как ты выезжал? Я уезжал, через Кыргызстан. Я решил попрощаться с роднёй, потому что я понимал, что я далекий путь, и непонятно, когда я вернусь. В конце августа я уехал в Кыргызстан, и в сентябре добрался до Стамбула. Стамбул, Мексика. 2 месяца в миграционной тюрьме.
потому что я нелегально пересекал границу. Ну, и визы таланта не дали, сказали, недостаточно талантлив. Да. Не знаю, ну, в общем, я таким образом тут с декабря месяца, я 2 месяца пробовал. Тебе было страшно, что вообще ничего не получится? Что тебя там арестуют и навсегда закроют в этой тюрьме на мексиканской границе? Мне было страшно после того, потому что когда я сюда приезжал, я был наивен, думал, с первого раза получится. Потому что я ничего не читал нигде, как пересекать границу. Мне сестра говорит, просто границу подойдешь, офицеру и сдашься. Я тоже, окей. Я купил билеты в Мексику, у меня не было обратного билета. Санкт-Петербург, Тулум? Да, если у тебя обратного билета нет с Мексики в Турцию, то в Турции тебя просто на рейс не посадят. А я с розовыми очками не знаю. Мне говорят, обратный билет в Стамбул. А я говорю, зачем? В следующий день я за $3000 туда-обратный билет по новой покупал. Все накопленные сбережения потратил. И в Мексику я прилетел в Мексику со $150. Хорошо, что да, в Мексике все дешево. Типа в песо перевел и жил. Прибился к американской семье, и меня не проверили, потому что у них не вызвало подозрения, что какая-то богатая американская семья усыновила себе бедного филиппинского мальчика. И мне, когда все байки, всю правду рассказывали в детеншене миграционные, другие мигранты, я думал, вот я смелый, ну, от незнания. Ты не можешь вернуться в Россию? Да, я даже не могу покидать штат, типа сейчас, Калифорнию. На как долго это? Не знаю, пока до 24 года, до 26 февраля, вот сегодня с офицером со своим созванивался. Я могу выезжать, но мне нужно телефон оставить дома, а если я уеду где-то в другом штате, мне на телефон позвонят, я не приму, это будет считаться, что я Нарушил. не состоялась встреча, то есть у меня будут большие проблемы, вплоть до депортации, я говорю. Я сразу пошел, знаете, работу искать, чтобы съехать от сестры. Я ходил по русскоязычным магазинам, и меня везде спрашивали, а ты умеешь продавать? Я говорил, блин, я до Америки добрался, что думаешь, я родину продал, продукты продал. Смотри, как получается, легко уехали, относительно легко, но встали и уехали ребята, которым меньше 30 в основном. Но у них Руслан Белый, 82 года, уехал же человек, нормально. Просто, мне кажется, это с физическими способностями связано. Ты думаешь? Кажется, человеку очень тяжело в пенсионном возрасте уезжать. Но он может в Армению уехать и говорить, просто конфетку снимаем, ездим и все. Это не только интервью, это еще и квиз. Про кого я шучу? В моей семье есть выражение, из всех видов багажа человек самое неподъемное. Человеку очень тяжело уехать. Просто это, условно, есть в сценаристике провоцирующий инцидент в начале фильма, на первых 15 минутах происходит. Тебе жена говорит, мы уходим. А ты, как ее жена, начинаешь что-то делать, чтобы... Вот провоцирующий инцидент случился. Серьезно же. Кто-то в 2014 году уезжал и бил тревогу, как некоторые. Кто-то нет. Кто-то вот сейчас. Я не уехал бы, если бы мне было не опасно говорить, что я думаю. Я не хочу сейчас говорить про политику, мне напишут в комментариях все кучу аргументов. У меня единственный аргумент. Если вы правы, наши власти, то почему вы мне не объясните? Человеку, который собирал друзей в течение 10 лет, знакомых, мы садились за стол и из ничего создавали сценарий на 100 страниц. И 100 рабочих мест в этой стране. И платили налоги, все исправно. Мы развивали страну. Со мной договорись. Если они говорят, мы правы и все, если ты выскажешься против, мы тебя посадим в тюрьму. По-моему, правые люди себя так не ведут. И меня условно вытолкнуло, потому что я не смог пойти на улицу бессмысленно, говорить о том, что я думаю, мне тоже не дают. Сейчас такая ситуация, что окей. Выехав, тоже говорить уже не хочется, потому что, а что ты уехал и говоришь? Но я подпёздываю. Послушай, ребята, которые остались и не уехали, но которые тоже против. Вот сейчас у них начинается мозг лучший адвокат. У них сейчас начинается, во-первых, не все так однозначно спасительное. Во-вторых, там тоже тоже коррупция была, и там тоже они это. В-третьих, тоже есть же факты, типа, как Дональд Трамп говорит, где отчеты за деньги, которые Америка посылает. И там кто-то мне говорит, на Лазурном берегу столько украинцев за кэш купили дома, а оружие всплывает там-то, там-то. И мне кажется, что люди себя тоже этим спасают и оправдывают. И когда мне люди, друзья из Москвы звонят и говорят, ужас, мы гуляем по Патрикам, а тут апероль, счастье, все весело, у всех все не замечают. Я не уверен, правильно это или нет. То есть я знаю, что в моем окружении 90% людей несчастливы, что это происходит. По разным причинам.
80 из них конкретно против. Еще 10% просто не рады тому, что происходит. И для них это далеко. А 2% кучеры. И вот я понимал, почему я уехал. И я понимал, что если я остаюсь, у меня вот внутри живота, внутри вот здесь, была боль такая же. У меня одинаковая, у меня умер отец, и такая же была боль. И ты просыпаешься, и тебе внизу живота очень плохо. И ты такой, боже, это случилось, это реальность. Вот каждое утро, знаешь, когда авария или что-то, когда вот несчастье, ты просыпаешься и такой, блядь, измена в детстве у меня так было. И ты просыпаешься, и тебе больно внутри живота. И я просто понял, что я, оставаясь там, я ращу в себе болезнь. Оставаясь, я спрячусь в детских фильмах, буду делать сказки, буду разговаривать с детьми на их языке, чтобы готовить будущее страны. Но где гарантия, что... Сейчас же понятно, что в России будет создан специальный орган, где будет сидеть Канделаки, Эрнст, а ты должен будешь защитить свой проект. К тебе приходят люди и говорят, надо, чтобы дети в форме буквы Z легли, или пусть у этого будет футболка, не знаю, Крым наш на этом, пусть без козырка будет, вставьте что-то про танкиста, не знаю, вот что-то, понимаешь? И ты такой, нет, а потом ты выходишь из вагончика режиссерского и видишь эти 70 человек, съемочную группу, которые, кто-то взял кредит, кто-то еще что-то, кто-то, не знаю, дети у всех, все что-то делают. Вот, мне кажется, это вот дилемма Хабенского, назовем ее так. Я сейчас скажу, пошли нафиг, а вот эти люди, вот эти, у которых нет возможности финансовой думать о чем-то, кроме гречи вечером за столом. Я сейчас очень утрированно говорю. Они тоже говорят, мы бы пошли против войны, но вечером нам нечего есть. Я не решил, обвинять их или нет. Я пока не хочу их обвинять. У меня есть несколько примеров, как бы поступил Иисус, Хэнк Муди, это персонаж Дэвида Духовны из Californication, и третий все время меняется. Там есть от Соловьева до Долгополова, так скажем. Вот. И ты понимаешь, что ты ответственный перед этими людьми, которые на тебя смотрят. Ты своим решением не буду вставлять букву Z в свой фильм. Ты понимаешь, что ты их тоже подставляешь. И у тебя начинается дилемма Хабенского внутри, ты начинаешь бухать. Именно это я ощущал в Сочи. Я заезжал в Сочи в сентябре прошлого года. Прикольный факт, знаешь, что у нас Сатана подписывает договор о покупке души. Там дата 21 сентября, день объявления мобилизации. И серия потом выходит, и они такие, они знали, они что-то знали. А мы просто, что? Что написать? 21 сентября напиши. Но рука Сатаны подписывала это. Мы же не знали, что мы когда выйдем. И ты понимаешь, что либо ты соглашаешься с цензурой, и либо ты говоришь, идите нафиг, ваш проект закрывают, и эти 70 человек пошли, потому что проекты уже идут, из них из 70 впрыгнет 10 в новый, другой проект. И поэтому, собственно, вот этих людей, как ты говоришь, Светлаков, условно Светлаков, он довольно взрослый уже. Я не знаю, что он думает. Мы с ним... Вы с ним партнеры же были? Были партнеры, но я ушел как раз снимать «Конец света». И Серега мне, вообще, Светлаков первый привел меня в кино, посадил и пытался сделать меня режиссером. Многие продюсеры не давали. Он говорит, я считаю, Саня должен снимать, я считаю, у него получится, я считаю это. Потом я выпустил Сашу From Russia, он говорит, так клево, говорит, так интересно, ему понравилось. Я решил тогда попробовать поставить на себя и перестать бояться. Потому что я всегда в коллективе, такой, у Светлого есть идея, я ее напишу, мы с ним сделаем, потому что у Шивота идеи хорошие. А тут я просто какой-то момент такой, да нет, я тоже что-то могу. И все, я ушел. Я так с конфликтом уходил, даже забирая проект еще один. То есть каким? Они мне пожелали удачи, Макс и Саид, и Светлый мне позвонил и сказал, Незап, я тебе желаю удачи вообще, я в тебя верю как в режиссера. Я уверен, у тебя получится, у тебя будет большое в этом будущее, я прям хочу, чтобы оно было. И он это мне искренне сказал, понимаешь? Помимо того, что я ему периодически там несколько лет должен был денег, еще чего-то. То есть это прям близкий мой друг. Я крестный, его дочки, чтобы ты понимала. Может, он сейчас уже жалеет об этом. Но с Настей у нас прекрасные отношения с его дочкой. Я ее очень люблю. Мы, конечно, вообще не общаемся. И я не могу ему сейчас позвонить и сказать, ты говно. Потому что я не знаю. Потому что я знаю, что он не рад тому, что происходит. Я не хочу дальше лезть в человека, чтобы, не дай бог, не разочароваться.
Понимаешь? У тебя в России перспективы развиться в стендапе были больше, чем здесь? Насчет перспектив, мне очень повезло, что Саша оказался в это время тут, занимает. Правда, потому что я бы сам не смог бы организовать... Вы не были знакомы? Нет. Мы познакомились с ним в первый день его выступления. Я получил номер Саши от Дмитрия Романова, это комик, с которым я был знаком в России. Договорился выступить на разогреве, определенное число, это, наверное, в декабре было, я не помню. И все. И в день выступления я почему-то дату перепутал, спал. И мне Саша звонит, что-то в 8 я просыпаюсь, он говорит, ты где, типа? И мне повезло, что заведение находилось от моего дома в 4 минутах ходьбы. Я просто проснулся, не оделся, уже в 8:15 прибежал и сразу на сцену. Я просто захожу в заведение, и успел ли поздороваться, не знаю, только успел поздороваться. И Казат на сцену. Я все, выбежал. Мне еще в Питере говорят, женись, и только на кыргызске. Я в Питере говорил, я даже русскую не хочу брать жену. Из-за традиции. У вас же нельзя бить жен. Я не стану бить жену, физически слаб. А сколько человек здесь зарабатывает? Вот если на open mic выступаешь? Мне кажется, нисколько. На А open если mic тебя- вообще нисколько. Ты платишь $5, чтобы выступить в среднем за 5 минут. А если у тебя здесь сольник? Давай посчитаем. 175 мест, допустим, 200. $35 билет. 200 мест, сколько? $6000. Минус клуб, сколько-то берет себе там 30, допустим, процентов. В зависимости от того, кто ты. Он может взять 50, может взять 30. 1800, окей, 2000. 4000 минус менеджмент это, в районе 2,5-3, наверное, комик может заработать при солдауте. Во сколько раз это меньше, чем то, сколько в России зарабатывали комики? В России $3000 зарабатывает начинающий комик. В России для того, чтобы комику выйти в разряд $1000 за концерт, кстати, я не знаю, сколько сейчас стоит доллар в рублях. Короче, в России комик 50-100 тысяч рублей вот в этом диапазоне может за 1,5-2 года добиться. Здесь, чтобы зарабатывать $1000, может уйти 10 лет. У нас клубы, которые были в России, в Киеве, в других городах-миллионниках, у нас намного это более развито. Условно, комедия нижнего уровня, вот open mic здесь и open mic в Москве, в Москве намного сильнее комики. И нам здесь очень катастрофически не хватает комиков. Вот ребята были стендап-клуб номер 1, который на Арбате открылись, а сейчас они на Чистых прудах, по-моему. Вот я себя ощущаю вот таким вот маленьким клубом в начале вот этого пути. Когда у тебя ничего нет, никто с тобой не дружит, ты ничего не умеешь, ребят, без негатива, в смысле просто вот реально начало. И ты такой. Но благодаря, опять-таки, тому, что у меня есть какая-то узнаваемость и какой-то бренд, и люди помнят меня и как-то знают, но благодаря этому к нам, нам проще чуть-чуть было на старте, потому что люди приходят, и это единственное, из-за чего мы можем существовать. И действительно у нас там с декабря по февраль было 7 шоу, и все были распроданы билеты целиком. Это было, 250, 170, вот такие были. Еще недавно она такую вещь сказала, девушка одна. Она говорит, накажи меня. Я смотрю, говорю, что? Она говорит, накажи меня. Я думаю, тебя ебет Александр Незлобин. Звезда ТНТ нулевых, тебе мало? В России много разговоров о том, что здесь, в Америке, вообще обо всем не пошутишь. Здесь такая культура кэнселинга. Можно только шутить там какие-то очень определенные шутки. Про темнокожих нельзя, про женщин нельзя, про гендер нельзя, про то нельзя, про сё нельзя. У меня была такая шутка, что я говорю, вот у вас в Америке нельзя шутить про геев, но можно хоть что про правительство. А у нас в России все можно шутить про геев, но про правительство нельзя. Получается, что русское правительство геи. Все, что ты назвала, нельзя шутить, но вот опять... Правда нельзя? Как нельзя? Объясню. Смешно должно быть. Здесь другая тема. Как современные комики, например, Саша Долгополов, Саша Долгополов и Саша Кападя. Санек в прошлом сказал такую классную фразу, что не стоит атаковать того, кому плохо. То есть здесь пропагандируется то, что ты меньшинство не можешь атаковать. Условно, трансгендеры, люди в переходе, которые тяжело страдают от этого всего, от начала признать себя и так далее, родственникам рассказать. И все это здесь и гомофобия, и расизм здесь просто царит.
Ты не представляешь. Здесь за столами все говорят. Об этом можно шутить, но, как правило, не атакуются те институции, которые уже подвержены атаке общества. Ты лучше шути над сильным. Как кого-то спрашивали недавно, можно ли вот шутить над избиением журналистов в Чечне? Вот про это когда можно шутить? Можно ли и когда, и как? Про это можно шутить. Но ты не должен над журналистами издеваться. Они слабые в этой ситуации. Ты не можешь поднимать слабого и его бить прилюдно. Это заходит. Там, с геями, с трансгендерами. Это заходит. Но это просто не культурно делать, некрасиво на сцене. Поэтому такой, как правило, нету здесь. Я пока не сталкивался. А что будет, если ты пошутишь? Будут кричать. Не, ну Просто, там вау, запрет так выступлений, там какие-нибудь санкции. Я пока не штраф. сталкивался, никого не знаю из тех, кого запретили лично. Были какие-то истории, но обижали всегда люди извне. То есть кто-то снял на видео, выложил в Твиттер, и кто-то из подписчиков обиделся. Конечно, есть перекосы какие-то. Там, условно, женщины долго боролись за свои права и действительно были угнетены этим патриархальным обществом. И теперь, конечно, ты сейчас то время, когда ты, ты же не будешь оскорблять. Но ты можешь смешно пошутить как-то. Вот у меня была шутка. Мне позвонила жена, сказала, что надо целиком отказаться от пластика, потому что это не экологично. И я забрал у нее кредитную карточку. Смешная шутка, неожиданное ожидание. И я такой, наверное, здесь сексизм. Потому что я у нее забрал, В целом, да. А что она сама не может, и это. Я такой, окей. Я просто люблю испытывать границы зрителя на предмет, можно или нет. Видимо, у меня тоже есть это детское поковырять. И я такой, if you think I'm a sexist, don't. И просто за то, что я протупил, это для них зашло как шутка. Что если вы думаете, что я сексист, нет, не думайте. И они посмеялись, что вы не думайте, а знайте. И они посмеялись уже над моим персонажем. Что я такой приехал, и мне, кстати, как русскому комику, дозволено говорить намного больше, чем американскому. Потому что мне это простительно, потому что я вот это не понимаю у вас тут, а у нас там вот так. И потом я сказал, don't think, и потом я думаю, и они поржали, и я думаю, я сейчас еще и добью это еще смешнее. If you a woman, что по сути, я сказал, ужаснейшую вещь. Если вы считаете, что я сексист, не думайте, что я сексист, не думайте, если вы женщина. Понимаешь, это же, мега сексистская вещь. Но атмосфера, что ты это говоришь в клубе, где тебя могут закэнселить, где ты это говоришь со сцены, в обществе, где 80% женщин в зале, это само как бы облегчает. Они понимают, что ты не сексист. Ну, если ты дурак, ты выйдешь на сцену и такой, а вы, женщины, глупые. Ну, нет же, ты не можешь так выйти. Хотя я, собственно, на этом карьеру в Comedy Club построил. Да, я иногда смотрю такой, что... Я уверен, это кто-то потом выложит через 10 лет, и мне не дадут вести Оскар в... не будем называть регионы. И люди начали орать в зале. Типа, вау, вау, вау. Вот, знаешь, такая реакция. Я испугался, я говорю, no. И я такой, please, don't cancel me. Типа, I will not able to live if second country will cancel my stand-ups. И тут они просто разрядились и просто вынесли меня на руках счастья, понимаешь, из зала. Потому что, они все понимают. Короче, ты не должен атаковать те слои общества, которые как бы в беде, понимаешь, которым плохо. Вот их не надо, нельзя атаковать. Есть даже у меня шутка, что Россия — это такое приложение, которое ты когда-то подписался на него, оформил подписку, не знаешь, как удалить, короче. Он где-то валяется, да, ты ему даже не пользуешься, а его даже 20, да, его лет 20 даже не обновляли. Да. И в конце я такой говорю, Российская Федерация сейчас, как одноклассник, нравится только старым. Да, это взрослый. Да нормально, прикольно. Встречайте на этой сцене Аслан! Всем привет. Ты живешь в этом здании. Да. Это крыша, где он каждый раз думает о самоубийстве после плохого выступления. Нет, это реально эта крыша, где я часто бываю, я здесь пишу шутки. Ты сам откуда? А я с Кавказа, с Кабардино-Балкарии, есть такой регион. Как ты здесь оказался? Я последние 5 лет жил в Москве, и потом
через месяц после войны приехал сюда. Через Мексику, через границу. Но мне больше всех повезло. Я думал, я буду сидеть 2 месяца, потому что в то время люди сидели где-то 2 месяца. А я через сутки уже вышел. В то время, когда уже война началась, я только начал заниматься стендапом. Я занимался полгода. 20 лет? Да, 21. Я очень горел этим, но потом все очень плохо стало. Приехал я в Америку, у меня новый этап в жизни. Думаю, надо что-то себе поменять. Решил сделать обрезание. Да, реально решил сделать обрезание. Подумал, думаю, лучше к врачу сходить, он лучше сделает. Не, ну реально, в обрезании очень много плюсов. Будет новый материал для стендапа. Вот такой. На каких-то площадках нас уже немного цензурили, говорили, вот об этом не говорите, поменьше матов, где-то вот это не говорите. И это все в совокупности. А война — это как будто жирная точка была. Что здесь с тобой случилось такого, к чему ты совершенно не был готов? Наверное, то, что я оказался в стендапе, то, что я познакомился с Сашей. Я к этому вообще не был готов. Я приезжал сюда, думал, все, это американская жизнь, никакого русского языка. А оказалось, я английский не учу. На работе у меня одни русскоязычные люди, только и хобби тоже мое связано с русским стендапом. А на работе ты что делаешь? Я работаю на мувинге, перевожу мебель. И там работает 50 человек в компании, и все они русскоязычные. Нет. Я не учу. Знаешь, у нас есть шутка, что белорусы, украинцы и русские работают часто на мувинге грузчиками, потому что за последние пару лет мы очень классно научились переезжать. Поэтому мы идеально перевозим мебель. Мы заходим и говорим, вам это не надо, не пригодится. Я никогда не платил налоги, и теперь я в стране, в которой самая сложная налоговая система. Понимаете, это как начать игру сразу с босса, который отнимает у тебя 40% жизни, если не обратиться к армянскому адвокату. У нас часто клиенты спрашивают, откуда вы. Они удивляются, потому что у них в новостях Россия, Украина — это война, а мы работаем, украинцы, русские и белорусы все вместе, команда, веселимся, смеемся. Они иногда удивляются, спрашивают. Твои близкие, твои родные, твоя семья, друзья, которые остались в Кабардино-Балкарии, Да. Что они про тебя думают? Я стараюсь вообще не говорить о таких вещах, о политике или о чем-то таком. А насчет стендапа, они на самом деле они как будто отрезаны от мира. Они как будто в своем мире живут. Они живут, вот я поработаю, заработаю что-то себе, куплю, накормлю себя и дальше буду работать. Все мое окружение до начала войны, наверное, 95% людей не любили Путина. Не любили? Не любили. И мы в этом не сходились. Но потом как будто пропаганда навязала нового врага, и они нашли, есть более страшный враг, чем Путин. И сейчас кто-то не совсем поддерживает, кто-то равнодушен, но вот ярых патриотов у меня нет в компании, вот людей, кого я знаю, кто яро говорит, Путин молодец, таких нет. Он же в А жизни если так кто-то не из говорит. твоих знакомых, родственников, далеких родственников увидит тебя здесь в стендапе, приедет туда домой и расскажет, чем ты здесь занимаешься? Они в Ютубе скоро увидят. Да, скорее На всего, нашем там канале. уже все знают, чем я занимаюсь. Они знают, что я занимаюсь стендапом, но не знаю, может быть, что я где-то, может быть, матерюсь, и где-то какие-то вещи поднимаю, которые, может быть, о которых у нас не принято говорить. Это, может быть, им будет неприятно, я думаю. А там разве не покрывает это все тот факт, что до стендапа не дойдет разговор, потому что он, Асланчик наш, живет на Голливуде. Вот это Голливуд-бульвар, чтобы ты понимал. И тут вот все звезды лежат у порога, и будущая звездочка смотрит на них, придумывая свои шутки, в надежде оказаться Звучит когда-то хорошо, там. хорошо звучит. Положить красиво, свою да. звезду. Есть интересный факт, о котором не расскажешь. Когда он приехал, он обесцветил все волосы здесь. И с родственниками в зуме в шапке общался. Говорил, что холодно. Они спрашивают, что так у вас холодно, они же не знают климат какой Прикинь, здесь. человек Я 20 говорю, лет да. для того, чтобы обесцветить волосы, в Америку границу перебегал через Мексику. Не, я многое... Я же, когда жил в Москве, у меня уже были татуировки, но я до сих пор ничего не выкладываю в Инстаграм с татуировками, с чем-то еще. Это будет, может быть, увидите, это... Привет, родственники. Подожди, ты боялся их осуждения? Да, до сих пор боюсь, на самом деле. Ты для того, чтобы
участвовать в открытых микрофонах здесь, ты должен работать. Комедией он, вот именно Казат, уже может начать зарабатывать. Ему все, что не хватает разрешения на работу. Что у него популярные очень рилсы, с ним фоткают. Мы ездили на концерт Сакраменто, мне говорят, понятно, мы с Казатом хотим сфотографироваться. Да, так и было, мне Всё. было неудобно. Я Он говорю, может ездить, ему нельзя выехать из штата сейчас, у него нет разрешения на работу. Он вынужден работать в смоук-шопе, продавать легальные курительные табаки. Сколько здесь, в Лос-Анджелесе, русскоязычных зрителей? Ну, людей потенциальных, которые могли бы прийти сюда. 600 тысяч. Русскоязычных. Но опять-таки, сейчас же многие, условно, белорусы, украинцы, они поставили себе другой язык в Фейсбуке в настройках и так далее, и так далее. Их там не считывают, не учитывают. Кто понимает русский, может прийти, я думаю, потенциально, под миллион. Чтобы ты понимал, простая арифметика. 5000 человек ежемесячно переходят границу с Мексикой. Условно, 50-60 тысяч получается в год, правильно? И никогда так просто не было приехать в Америку. Америка раздает вот так сейчас паспорта и эти. Ты качаешь на свой смартфон приложение. Говоришь, я в Мексике перебегаю границу. Тебе говорят, вот, как к доктору записать, свободное время вот здесь. Ты бронируешь, пишешь себя, заходишь, тебя встречает офицер, здравствуйте, пойдемте, и начинается разговор с тобой. Короче, сюда новая волна, и эта волна отличается тем, что это первая волна, у которой есть деньги. То есть раньше люди оставляли последнее, а сейчас частично, как все люди, которые релоцируются, они уже работают с международными компаниями. Google, Amazon, Netflix. Очень много людей, я знаю, кто уже в Гугле 2-3 года работал, просто там жил в России или в Украине. И люди приехали с деньгами сюда. И почему я им даю шоу, они мне дают отсрочку по доставке еды, по работе таксиста. Я раньше все время хотел быть первым. Сейчас я как-то подуспокоился к 40. Я такой, почему первым? Мне даже Слепаков сказал, почему ты не хочешь быть лучшим? И я такой, в натуре можно же быть лучшим. Я просто хочу быть лучше себя вчерашнего. Я слушаю свой каждый диктофон, свое каждое выступление. Я пытаюсь что-то улучшить постоянно, пытаюсь убрать лишние слова. Я каждый день занимаюсь тем, чтобы стать просто лучше. И я отпустил от себя, что мне надо быть первым. Все, нет, мне не надо этого. А продюсировать, ребят, я продюсирую, но я просто понимаю, что там... приехал условный Даня Поперечный. Это большой комик, большой, не знаю, ютубер, комик, продюсер, self-made инфлюенсер. Он широкий, большой, широкий известности человек. И он говорит, хочу Late Night снимать. Есть у вас знакомые площадки? Мы говорим, есть. Дане Шаповалову, моему партнеру, нравится. Все, они съездили, показали Поперечному, круто. И я такой, Даня, мы опять все наработали, и все им отдали всем. Просто отдали. А Даня говорит, мы же в общий котел кидаем. Все же растет, все развивается. И не может быть конкуренции. Крутой театр, крутой комик. Я человек с зарегистрированной компанией, который может это совместить. Любой комик, который сюда приедет, даже ненавистный мной, которому я завидую или не люблю за его позицию, это все. Он сюда приедет, я скажу, да, конечно, выступай. Кроме, может быть, Стаса Старовойтова, потому что мне Даня просто с ним запретил работать. Илья Соболев? Да я звал на прожарку Панина его. До Викейфеста. Что, я не знаю, как к ним относиться. Но если приедет Соболев, что я скажу? У него, он говорит, у меня есть там это... Я уверен, что у него тоже такая же позиция. Они все молча против. Просто идут проводить утренник в концлагере. Шутка. Это я про Викейфест. Баста выходит и поет песню Марка Бернеса, «Одессита», кажется. Просто «Темная ночь». Он поет военную песню на Викейфесте. Ты половину жизни кричал, что ты украинец, с Ростова и так далее. Ты пел эту песню и раньше, но зачем ты сейчас ее поешь? Только пули летят надо мной. Они летят сейчас. Над твоими друзьями, над их детьми. Даже если ты в этом случае на российской стороне, туда тоже нахуй ты ее сейчас поешь. Песню одесского композитора. Ты что, медлячок 3 раза спой. Вот это странные вещи. И поэтому я любого комика наверняка, это уже будет дилемма. Я просто вижу в этом, я могу это сделать. У меня нет такого, что я возьму и на это все, я не заработаю. Я привезу сюда Гарика Оганесяна, Илью Овечкина, Ариану Лалаеву. Я не заработаю на этих именах. Я заработаю на Поперечном. Если я ему скажу, давай сделаем, у меня есть классная площадка в Ирвайне, я тебе все заменеджерю, все сделаю, процент нам просто дай какой-то, и все. Но я опять не смогу с этими так договориться, с ним так. Ты не настоящий продюсер.
не настоящий. Но я считаю, что если я буду растить крутое творчество, мне вернется потом. В какой момент мысли о насущном, о бытовых проблемах, о промоушенге, об организации концертов и так далее заместили полностью собой мысли о происходящем, о повестке, о войне и о том, что происходит на самом деле в десятках тысяч километров от тебя, но все равно происходит с людьми, которых ты плюс-минус знаешь? Не заменила, ты просто переключаешься. Ну, ты же ко всему привыкаешь, понимаешь? Ну, в Киеве ночные клубы стали открываться там через какое-то время. А мы здесь за океаном, ну, ты просто намного быстрее привыкаешь, что это идет, но я лично сам себе часто даю стоп. Ну и плюс все время что-то страшное происходит периодически. Просто размер этих волн, он разный, знаешь. Иногда у тебя раз в день может случиться ужасы, а иногда просто тебя отпустит на какое-то длительное время, и ты такой, о, вроде все нормально, потом раз, зайдешь в телеграм-канал и все. Мне люди говорят, что ты говоришь тут... Уехал, знаешь, вот, если я сам такого придерживаюсь, типа уехал и не говори, да, это кстати, говорит про Россию. Это да, но я же русский, я в России жил 40 лет, и в смысле не говори. Это часть меня, возможно, это большая часть моей жизни. И ты такой, блин, ну в смысле не говори, это мое право про это говорить. Опять-таки, ты если здесь оказался за последние 2 года, за год, то ты... Ну, так или иначе уехал в связи с событиями здесь. Поэтому пока ничего не заменяет. Как бы это 2 параллельные. Ну, у тебя, если умер близкий родственник, ты, когда заправка машины заменит эти мысли? Просто они рядом существуют, и все. Во время съемок сериала «Конец света» у тебя умер отец. Пиздец. И ты уехал со съемок на 1 день и вернулся, и встал, и продолжил снимать. Я после похорон по Зуму смену смотрел. Сколько ты отсутствовал на площадке? 3 или 4 дня. Не знаю. Там какой-то выходной сделали, еще что-то. Да, никто не знал об этом особо. Ну, потому что актеры тебе доверяют. Ты их позвал, и ты говоришь, я уезжаю. Они такие, блядь. А где говорю, были похороны? В Полевском. Я его подсадил на Ведьмака, на игру, и мама очень жаловалась, Отца? что он ночами не спит. Да, я привез ему свой Xbox. Он играл. И он начал играть в Ведьмака. И он так заигрывался, в 3-4 утра, она говорит, я выйду, он до сих пор играет. И я говорю, ну зато он не пьет. Ну, как бы круто же, что он играет, а не бухает. А он бухал? Не, ну бухал как в юности, наверное. Ты же, он в такие времена начал работать, когда к нему подходили с автоматом, говорили, ящик этого кваса забираем. И он говорил, нет. И он... сыграл в этого Ведьмака, и я очень долго маме говорил это, ну... Короче, я наклеил ему на крест на могилу наклейку Ведьмака. Да ты что? Да. И сейчас памятник заказываю, я говорю, надо сделать. Ну, и там весь наклейка. Он читал, я ему всего, это Сапковский привез, всего прочитал. Любил очень эту тему, да. У вас близкие были отношения? С отцом, да, очень. Ну, и с мамой тоже. Не, отец, ну, прям бро. Да, ну, получается, вот я тогда и был. Ну, и я как бы хотел бы очень к нему куда-то приходить на могилу, но я для этого могу просто включить заставку Ведьмака и как бы поощущать себя там с ним. Я ему помогал финальную битву проходить. Знаешь, какая есть классная история, что парень включил Xbox или PlayStation, и там, когда гоночки, когда ты на скорость с кем-то играешь, там, когда ты пытаешься чей-то рекорд побить, там машина-призрак ездит. Типа, как чувак на этом, кто лучше тебя проехал, первое место. И он заметил, что это его отец последний раз, который поставил рекорд, у них было соревнование. И он начал гоняться и понял, что сейчас побьет рекорд, он больше не увидит призрак своего отца. Реальный призрак в игре. И он остановился, не стал доигрывать. Вот. Ну, у меня не настолько трогательная история, но я рад, что он прошел Ведьмака, все. А они в 90-е бизнесом, да, занимались? И бизнесом. У нас мы семейные бизнесмены. Отец занял как раз перед первым кризисом, 98-й какой-то был, заняли они что-то $100 000. И доллар просто из 6 рублей стал 28. И отдавали они это в долларах. И потом вышел закон,
Они занимались металлом, и вышел закон, что всем фирмам в Свердловской области нельзя заниматься металлом, только можно государственным службам. И у них бизнес как бы нахер пошел. Вот, но, да. Ну, папа умер с мыслью того, что он не знал вердикта по брату, и такой, ну, типа, говорит, да, наверное, нормально все будет. Маме очень тяжело было. Там получилось, видишь, его прооперировали, у него все аневризма. Его привезли в больницу, где бабушка работала, его мама. И там чувак уже иммигрант, уже азиат, ну, из Средней Азии кто-то, говорит, ну скажи, что у тебя? Я, говорит, не знаю, у меня компьютера нет. Ну ты сам скажи, что от тебя лечить, я тебя вылечу. Отец позвонил кому-то, говорит, ну везите меня в другую. Повезли в другую больницу, в южную часть города. Там сделали ему какие-то снимки или что-то, но у них не было компьютера, чтобы их прочитать. И они его так возили 3 дня между больницами. В итоге мы договорились, его отвезли в Екатеринбург, в областную куда-то там. И прооперировали, и очень круто. И все было в порядке, искали, круто восстанавливается это. И у него обнаружился ковид. Я помню, как мне звонил врач, который оперировал. Он говорит, у меня просто здесь тяжелые больные. Я не могу, говорит, его оставить, потому что, ну, другие есть больные, у кого может быть с этим осложнение. И они договорились с Пермью, что они его туда перевезут. И они его перевезли, ну, туда. И вот я считаю, что вот эта дорога просто ему удалась тяжело. 300 километров по вот этой дороге. И он мне позвонил, говорит, Саша, у меня ковид. И он так, ну, грустно это сказал. А мы в это время снимаем у церкви. И я такой, это Бог меня наказывает за то, что я тему сатаны трогаю. Но потом нас выгнали, и женщина, которая главная в этой церкви, директору нашей съемочной группы, говорила, я тебя посажу. И у нее такой был инкрустированный бриллиантами кокошник в WhatsApp. И она говорила, я тебя посажу. А батюшка этой церкви взял у нас деньги, выдал нам кассовый чек, записал. Мы показали сцены, какие у нас есть. И он нам дал кассовый чек и расписал, куда он эти деньги потратит. Дал письменно. Ну, то есть все легально было. И его в итоге тоже наказали, куда-то его сослали в какой-то другой маленький городок. И он сказал, да и мне хорошо, так Богу угодно. Я тут как раз. Хороший был батюшка, и мы с ним разговаривали. И я ему объяснял смысл какие-то, что я хотел бы там это. И он, ну, адекватно очень реагировал. Вот, я, конечно, не употреблял слова «дьявол» и все такое. Но я говорил, что есть искусители и так далее. Он нас не консультировал, ничего. Мы, ну, как бы снимали... Мы не заходили внутрь церкви, мы снимали как бы около нее. Вот. И потом люди нажаловались, что у нас... Это осень была, что у нас бегают вампиры, значит, по церкви, топают, матерятся и иконы роняют. Как это люди в голову приходят? Не знаю. А просто нам нельзя было уже в церковь заходить, мы снимали около нее. Ну, никто не матерился внутри церкви. Никогда. Ну, все очень с уважением, вся съемочная группа относилась. То есть подвальная сцена снималась не в церкви, а в декорациях, там, где матерятся как раз. Да, все это было как-то, да. Либо в церкви, которую «Единая Россия» построила. Там была такая тоже в одной из наших, в поселке где-то. Говорят, да, это «Единая Россия» строила, делайте. Но это цитаты. Это я ничего не придумаю. И для меня вот это, я говорю, сейчас мы живем во вселенной, знаешь, это Симпсоны и Гоголь просто написали, вот, то, что происходит. Когда тут убивают, там стреляют, это клетку делает для повара. Там, ну, этот какой-то адвокат мне звонит, говорит, все, пресс-конференция, брат выходит, тебе насыпаем, что у тебя было, еще больше. Ну, то есть я говорю, а талант? Неважно. Позиция, вот, когда рядом у тебя есть вот это и вот это ужас, да. Но вот такая вот была ситуация. И вот, собственно, отца, видимо, вот это вот, как бы, вот это и было ударом таким большим. А мы пришли в ковиде в Москве, нам открыли бар, я был с коллегой, что-то по работе мы встретились, и нам открыли ресторан. Сказали, мы с вас денег не будем брать, просто заходите, официантов отблагодарите. Им что-то так хотели водки выпить, и просто потому что устали, и съемки идут тяжелые. Ну и звонит как бы врач, говорит, все, говорит, Александр, ваш отец умер. Я такой, бля. И вот я стою, и она наливает, говорит, давай, у нас все классно, так получается. И я просто, ну, и ты тоже, ну, человеку не хочешь это говорить сейчас.
Но сказать, мне надо уходить или что-то, и ты такой... И что случилось? Он говорит, папа умер. Я говорю, извини, мне надо набрать маме и брату. А у брата как раз суд еще шел, он был на воле. Ну, я звоню брату, говорю, вот так. Я говорю, сейчас я маму подключу. Ну и все, и мы втроем созваниваемся. Ну, то говорим. И ты знаешь, это так невозможно в это представить. Я уже остался один во дворе. Там все спят дома, жена, ребенок. Особо никого не разбудишь тоже. Ну, хочется с кем-то посидеть просто, но не хочется никого обременять свое. И я думаю, сейчас я ему позвоню. Ну, как-то договорюсь. Но тебе кажется, что что-то ты еще можешь сделать, что не все потеряно. И ты понимаешь, что не договоришься уже никак. Но ты такой, ну сейчас, ну как-то. И я ему позвонил, я говорю, ну как вот? Вот умер, да? Я говорю, ну да. И ты же не можешь сказать человеку, ну ничего уже нельзя сделать. Но как будто хочется еще поговорить с человеком, чтобы он тебе уже объяснил, ну, что нельзя или можно. У тебя есть полностью иллюзия, что что-то еще можно решить. Да. У папы была классная штука, когда он уезжал. Он уезжал там на дачу или куда-то, у него летом не было. Телевизора не было, был интернет. Он говорил, что они устроили с пенсионной реформой, какую-то ерунду. Когда он приезжал домой в Полевской, у него антенна включалась, и он говорит, это твой Байден все, это все. Это, понял, просто да, по 2 полярных состояния. Поэтому я даже не хочу знать, какая бы у него была позиция сейчас, потому что он довольно много времени проводил с «Россия-1», с каналом. Но... А у нас там родственники, понимаешь? Ну, вот такие вот семьи. Так люди звонили, из Воронежа, говорили, к вам танки едут там, туда, в Украину. Ну, друзья. Не, чувак, кажется, все-таки едут. Вот это, понимаешь, что за пиздец? 3 года назад ты говорил в интервью Юрию Дудю о том, что твоя мечта заключается в том, чтобы здесь про нас знали, что мы добиваемся успеха, что мы вот не такие, что мы другие, что мы классные, что мы принадлежим миру. В чем заключается твоя мечта сейчас, учитывая то, что ты живешь практически в Голливуде, и вряд ли сможешь отсюда уехать в ближайшее время? Ты знаешь, что я в 22 году подумал, все, я так устал, работая над концом света, хотя другой человек тоже может сейчас так сказать, и подумал, что все, я буду весь год путешествовать. Я хочу весь год путешествовать. Я поехал в феврале отдыхать с дочкой в Дубай, в самом начале февраля. И я такой, все, я хочу больше там, с дочерью время проводить, и каждые ее каникулы мы будем куда-то путешествовать. Ну вот мы с марта живем в путешествии. Поэтому я особо ни о чем сейчас не мечтаю. Мечтаю о мире и о том, чтобы, быть дальше кем-то в своей профессии. Вот и все. Но мне кажется, что, возможно, Россия как страна, не пожили в комфорте довольно долго, в хороших условиях, в стабильной экономике и так далее. У нас каждые 10 лет новая страна была. Потом еще какие-то кризисы. И это не защита. Но возможно, что просто люди голодные еще. Голодные и без штанов, понимаешь? Они такие, как я только когда ты врываешься в возможность, когда ты можешь купить себе новый iPhone, штаны, еще что-то. И, возможно, ты просто долго, поколениями, накопленные страдания, может быть, они просто это не могут отпустить. Потому что человеку только дали крышу над головой, условно, дождь у него шел на голову, утрированно. Он такой, как я сейчас это уйду, я только это создал. Я не знаю. Куча же людей сейчас возвращается, релоцировавшихся, потому что невыносимо жить в эмиграции. И это действительно, и это все невыносимо. Очень много тяжелых вещей. Айтишники, наверное, могут устроиться. Еще какие-то профессии. Все, кто занимается сферой услуг, вообще здесь шикарно себя чувствуют. Ноготочки, реснички. В Америке, в Европе все условно и из Украины, и из России, у них полное расписание забито. У меня парикмахер, барбер, она украинка. Она вчера звонит, говорит, можно я через тебя, мне надо родственникам в Москве помочь, отправь рубли. Я говорю, что?
Я говорю, что? Она говорит, я тебе сейчас на карту переведу. Говорит, отправь им рубли. А про политику они не разговаривают. Потому что возможно, что родственники говорят, мы вас сейчас спасем. Понимаешь, что происходит? Я говорю, только, пожалуйста. Я говорю, не на наркотики, не на армию. Я говорю, я не могу просто, я не готов сбрасываться на оружие. Это просто. Хотя в телеграм-каналах писали, что я там тур делал в поддержку ВСУ и так далее. Такого не было. Ты не готов сбрасываться на русское оружие или ты не готов сбрасываться Я в целом на украинское? я не хочу, чтобы мне пришлось в жизни когда-либо сбрасываться на оружие. То есть я понимаю, что, возможно, все идет к большой мировой войне, но я не хочу в жизни сталкиваться перед выбором, убить человека или нет. Потому что я не хочу его убивать. Никакого человека. Но то, как сейчас происходит, то, как происходит в политике, я понимаю, что, возможно, этот выбор придется когда-либо сделать. И это ужасно. Вообще, понимаешь, я всю жизнь шел к свету, а тут просто говорят, нет, откатываемся обратно и пиздимся. Это во дворе у меня было в 96-м году. Я выходил и смотрел, как дерутся ребята. Я не хочу туда. Я оттуда ушел. Я все делал в своей жизни, чтобы уйти оттуда. У меня в 9 классе, чтобы ты понял, была мечта, что я выйду на Оскаре, возьму Оскар и скажу, что вот видите, в России не только дураки живут. Я знаю 5 проектов. Netflix, Amazon, HBO, я уверен, ты тоже их знаешь, которые пришли к моим знакомым, дали деньги из Америки приехали в Россию по $1 миллион за серию. $1 миллион – это сколько рабочих мест, сколько люди потом пойдут в бары, парикмахерские, рестораны, самокат ребенку купят, понимаешь? Это как толкает экономику, и это деньги из-за океана пришли сюда, чтобы здесь что-то вырасти. И все это пошло нафиг. И просто все, эти ребята налили еще крови просто в океан вот так налили, и ты не видишь уже берегов, что происходит. И все отменилось. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Я не буду такое выбирать. Как это можно выбрать? А думаешь, милосердие возможно без справедливости? То есть к Чикатило можно быть милосердным? Или его нужно по справедливости осудить? То, что мы маньяка в тюрьму посадим, это же уже и есть милосердие. Но это и справедливость одновременно, нет? Свобода или стабильность? Блядь, в последние 1,5 года свобода и нестабильность. Свобода равно нестабильность. Правда или безопасность? Сложный вопрос. Пока не приходилось выбирать. Правдой можно пожертвовать ради безопасности, как очень много людей в России, которые сейчас не согласны с тем, что происходит, но они либо молчат, либо не говорят, потому что пока не пришло еще то для каждого конкретного человека, где он должен это сказать. От таких людей я бы не хотел отворачиваться, как особенно вся наша оппозиция сразу, все русские, все не люди, и это. Я такой, а кто будет с людьми-то говорить, которые там остались? Куча людей, которые против. И я, в частности, для них тоже существую сейчас. Родина или истина? Так как ты что, выбирать, что ли? Сейчас же я действую, исходя из истины, как я ее себе представляю. Но я вообще никак не предаю Родину. Люди говорят, что ты предатель, а я нет. Но во мне есть украинская кровь, есть русская. Я против этой войны. Я считаю, ее развязало правительство, чтобы дольше остаться. Это же моя истина, но я действую сейчас в интересах Родины. Ты можешь себе представить ситуацию, как ты возвращаешься домой? Смотри, мне сейчас предложили сняться в рекламе. Мы назвали большие деньги в рублях, они уже за день не такие большие стали. Но мне сейчас предложили сняться в рекламе. Условно, наша с Ильей Соболевым разговор, условно, Илюха Соболев остался в ощущении того, что я улетел за океан и головой улетел. И такой война, вы там все засунули язык в жопу, а надо говорить. А он говорит, так никто же из вас нормально, остро не говорит. Нет человека, который говорит. Я говорю, есть такие люди. А мы про них думаем, что у них цензура во рту, а они про нас думают, что мы кукухой поехали. А на руку это кому? Режиму, который устраивает войну. Потому что как общество разобщается. Даже те, кто были против,
изначально начинают уже как бы, ну не забыть, но знаешь, уже как бы на нулевой точке быть. И вот это очень плохо. Поэтому я бы не хотел очень, чтобы и зрители наши, которые в России в том числе смотрят там и стендапы, и все, я хотел бы, чтобы они понимали, что ну, с теми, кто не взял в руки оружие, мы вместе до сих пор. А как относиться к людям, которые взяли в руки оружие? Которые условно ограничены в информации, они идут, люди, которые идут воевать за Родину, ну, я уверен, что если бы на Россию кто-то напал, мы бы тоже с тобой пошли либо развлекать солдат, либо воевать, там, либо собирать деньги, либо еще что-то. Но нам кажется, что это от нашего имени кто-то пошел и напал. Да? И с нами не договорились. Нам, как налогоплательщикам, не объяснили, зачем мы это делаем. Ну, мне нет. А люди, которые как бы идут туда, это так плохо очень подниматься как бы над людьми и смотреть вот на все, как сценарист. Это плохо очень. Но люди, которые там где-то, не имея там ни информации, ни денег, ничего, что-то имея какие-то убеждения, они же идут, ну, я для них реально враг. Сижу в Л.А., в классном доме, и говорю, ну, я просто не согласен. А люди там в окопе считают, что они защищают Родину. Ну, вот эта злость и эта боль, она, конечно, будет на века у людей. У меня один друг сказал страшную мысль. Он говорит, самое страшное, что им теперь интересно просыпаться по утрам. То есть они, эти старые люди, которых уже ничего не могут делать, кроме как доказать свою эрекцию тем, что могут отправлять ракеты, фаллические символы друг в друга кидать. Они такие, они просыпаются и смотрят, что там, как бы, понимаешь? Вот это страшно.